Так. Мгм. Мгм. М. Давай развлекай. Привет, Арсен. Хочешь анекдот? Давай начнем с этого, с развлечений, да? Так, звук нормальный? Опять Soulfly? Ну да, но чуть позже будет Power. Так. Блин. Надо бы как-то место освободить. Это нереально много места занимает. Звук норм, да? Отлично. М. Так, наверное, стоит сейчас быренько игры поудалять. Эм, Наверное, Lies of P удалим. Окей. Так, и... Блин, вот хотелось поиграть в Destiny, по идее. Еще камеру сейчас настрою. Совсем забыл свет включить. Все. Всем привет.
Привет. Привет. It's okay. Освещение, кстати, в норм. Спасибо. Научился, да? Ну, просто у меня тут с двух сторон лампы стоят, поэтому как-то, да. Сейчас еще что. Блин, я вот все хотел PUBG поиграть, но, видимо, придется удалить. А толку с этого сраного PUBG, реально. И толку от Counter-Strike. Хотя Counter-Strike еще окей. Во-во-во-во, Хогвартс наследие удалил. Зачем оно мне? Я и так не поиграл. Чуть-чуть. По идее, хотел его на Новый год постримить. Но жестко заватился. Так. Что, место освободилось? Ну, вот это вот другое дело. Всё. По кайфу. Можно начать. Блин, мне парить кое-что. Сейчас. Внезапно это меня начало парить. Вот, моя вебка, вот она висит просто в воздухе. Не подумал, это надо исправить. Классная музыка для данной игры. Так.
Да убери ты музыку. А чё она? А чё? Мешаешь? Привет, Гунтис. Здравствуй. Я тут просто занимаюсь тем, что ищу кое-что. М, 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 м. Чё расскажешь? Работу нашел? Пока еще нет. Пока еще нет. Так, блин. Куда собеседовался? Да, в основном полиграфия. И один государственный был. Везде собеседование проходил, и я не понимаю, что не так, но говорят, ну, главное, на собеседовании все хорошо идет. Спрашиваю даже, когда хотите начать и так далее. А потом, типа, ну вот, например, в том государственном учреждении, в котором я хотел устроиться, там тоже в качестве графического дизайнера, там версткой должен был заниматься текста, типа там журналы и там прочее, там очень много таких вот материалов было. И говорили, что там также решение принимает там директор и тому прочее. И типа приходите на следующей неделе в пятницу. Потом пишу им так, ну типа в пятницу им пишу. А еще вот в начале недели типа писал, когда подходить, то есть я вот уже в какое время подходить и так далее. Они такие, мы еще рассматриваем другие кандидатуры. Пиздец. Вообще не понял прикола. Что вдруг передумали? Или что вообще? Потом в других вот полиграфиях там тоже все хорошо идет. Но там прикол был, ну в одном месте, по крайней мере, был прикол такой, то что они такие говорят, нужно еще сидеть за кассой, типа как в этом. Ты на себе серьезно или пытаешься шутить? Блять, тут мои шутки ни при чем, я вообще там нормально серьезно сижу. Че, дурак, что ли? Мои шутки совсем уж конченые. Привет, Гудзон. Ну, я там конкретно говорю, там, вот, такой-то, такой-то. У меня тоже собес предстоят сыкотно. Ну... Я хз, я вот прям серьезно говорил, типа, как бы, дал им понять, что я, типа, ну, разбираюсь в теме, там, типа, с какой программой, там, прочее. Я хз вообще. Такие моменты. Но я думаю, в ближайшее время найду. Думаю, найду. Надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, у вас все хорошо. Заебал. Так, я хочу... Подожди. Как будет плашка для никнейма по-английски или что-то типа того? Она геймдизи, чё? Ну там... надо дальше учиться. А именно вот как работа... Ну пока... Надо вот просто сделать странную игру, и тогда вот что-то, наверное, будет на счет клеваться. Я спрашивал у куратора, типа... Ну, точнее, я куратору сообщал, типа, мол, такая идея, хочу сделать, и там прочее. И они такие, не, идея крутая. Но сейчас вам нужно сосредоточиться на учебе. Потом займемся вашим проектом, типа. Блин, ну... Окей, типа. Поэтому как-то я такой застопорился слегка.
Но лучше стоит сейчас прям все делать самому. И насчет Тетриса как-то хз. Тоже такое. Наверное, Тетрис душная тема. Вообще сама по себе. Я вот изначально думал, блин, охуенно будет. Но потом, с другой стороны, подумал... А хуй знает, типа. Может сделать что-то типа Vampire Survivors, но в животе у алкаша. Который будет расстреливать кусочки от оливье и поглощать... И точнее, как-то... Клевать алкоголь. Не знаю даже. Ну а так вообще для первого проекта, не знаю даже. Тетрис, наверное... Ну, Тетрис казался норм идеей, но потом что-то это поменялось. Сомнения какие-то безумные появились. Видимо, слишком долго его нашел. Блин. Вот это заебись же. Souls-like Tetris. Bosch Tetris. Bosch Tetris. Ну, надо, короче, просто делать, да. Тут как бы такое. Сомневаться так себе. А тут можно ссылку кидать? Да, можно. Я не блочу. Я тебе тут вакансию нашел. Да ладно. Че? Вакансия. О, че? Олион, Санкт-Петербург. Так, ладно, я это сохраню. Надо будет... Короче, проблема в чем? Проблема у меня на данный момент такая, то что... Ну, это такая несущественная проблема. Надо будет завтра утром это все просто порешать быстренько. И отправить отклик на эту вакансию. Да, ну, короче, исполнимо. Спасибо. Еще есть? Ну-ка. Стажер Lesta Games. Lesta Games. Запускает оплачиваемую стажировку для гейм-дизайнера. Стажировка подразумевается занятость на полный день в офисе и возможность последующего сотрудничества с компанией. В офисе. Мир кораблей. В Ташкенте. Не, это же невозможно. Там в офисе же работа. Интересно, найдут ли они какого-то специалиста в Ташкенте, блин? Хуй знает. Возможно, брат. Жена, мы переезжаем в Ташкент. Ташкент. Это же Лест. Ну, блин, не знаю. Жена. Теперь мы будем жить в Ташкенте. Танки онлайн. А, и эти ребята. Поэтому. А чё они переименовались? Они же вроде как Wargaming были, не? Я этой истории не знаю, почему они переименовались. Странно даже. Поделились. Ну, нифига себе.
Прикольно. Одни за русские, другие за запад. Там вообще... там вообще типа разногласия произошли. То есть они даже, не... Там типа разногласия произошли? Офигеть. Просто по-нормальному, да, поступил? Ну ладно. А то я уж подумал. Не, тогда это прям супер умно они сделали. Прикольно. Да умничих. Да и ресурсы, наверное, позволяют им так делать. Я вот просто подумал о том, почему Майтона так не может. Скорее всего, там просто нереально по деньгам вывозить такое. И нецелесообразно, скорее всего. По баблу тоже. Не вывоз. Ну, будь это моя компания, скорее всего, да. В России никто не играет в мобилки. Так, давайте я вам покажу, что я делаю вообще. Вот такая хуйня. Хотя, пускай так остается. Не будем вектор переводить. Мне, кстати, вот из-за того, что я Palworld стримил, да, какие-то люди написали из Big Time Company или что-то, короче, типа из компании Big Time, и они хотели партнерскую поддержку какую-то мне предложить. Comic Sans поставь. Да, посмотрим. Ну, а ты чё? Ну, я им просто оставил свои данные. Типа... Говорю им... Найдите меня в Дискорде. И я отправил письмо с моим никнеймом. Но они просили сделать это. Да чё это? Типа, да я под этот хочу поставить. Ну, Comic Sans, конечно, мега ублюдский шрифт просто. Мне аж стало не по себе, когда я его прям поставил. Додо пицца, например. Ну, Додо... Да. Не, если Додо пицца сделает мне предложение, я соглашусь, то вы об этом точно узнаете. Типа, блин. Я еще буду, типа, это скрывать, наверное. Это шучу. Это наоборот, надо, наоборот, показывать. Я сразу пожирнее, наверное. Блин. Они мне просто засыпают пиццу. Я говорю сам им, напиши ВКонтакте. Додо? Додошников написать.
Ну, посмотрим, да, проверю. Но мне кажется, у них там какие-то эти есть все равно стандарты по стримерам, так сказать. Ну, попробуем. Просто что-то мне кажется, что они мне просто нахер пошли. Ну, вежливо. Вежливо нахер пошли. Скажут типа, а, ой, у вас всего лишь там 1000 подписчиков. Извините, мы не можем вам предложить данную позицию как нашего этого. И все. Никто не умрет от этого же, но я знаю, да, ну поэтому я говорю, давай попробуем. Просто попробуем. Я просто уверен, что примерно такого рода херню не скажет. Бро. Что означает бро? Типа baby и бро? Типа как типа привет бисексуал или что-то в этом роде? Блин, ну такое, блин. Так. Окей. Обновил лордов? Не. Да и нахер надо. Так. Ага. Сейчас я это поставлю, пожалуй. Так, и давайте. Сейчас появится у меня. А ты почем билет покупал до Якутска? Блин, ну этим жена занималась. Ну там примерно где-то в районе 30. Не, вообще за человека, по-моему, было около 25 или около того, точно не помню. Ну, просто боюсь ошибиться. За человека может быть где-то около за 25 или 16. Где-то, короче, от 16 до 25 тысяч. Где-то вот. Ну, я точно не помню. В этом проблема. Все, нормально. Так, примерно так. Примерно так. Угу. Пойдет. Так. Все.
Погнались. А куда мы идем? Лепрозорий. Росту, наверное. Ну, в башне, кажется, находились. Да. Добрый вечер. Ха-ха. Ого. Интересно. Тут подсказки готовы. Не, ну когда понадобится, я скажу. Так, я сам. Если уж, блин, я совсем застряну. Тогда, скорее всего, понадобится подсказочка. Инфернальный страж. Так, пока все довольно-таки. Спускаемся вниз. Да, охереть может. Да, похлестай себе. Постараюсь вообще не ругаться. Там ни матом, ничем. Потому что, знаете что? Я устал запикивать свои же маты во время монтирования видео по нарезке. Это просто кошмар какой-то. Блин, классно ты встал. Мастер позиционки просто. Ну чисто игрок этого, блин, как называется. Call of Duty Warface. Да. Да, да. Веселые ублюдки. Веселые. Ладно, срал я на вас. Так, пойду я... А, тут лестница есть. А, там этот... А зачем он мне? Не, реально. Тут лестница есть. Вот я глупыст, не заметил. Так, тут еще один росток можно поставить. Да, дизайнер декораций тут, конечно, прям просто. На полную. Постарался. Сил своих не жалел. Так. А, еще один чумной ублюдок. У вас тут плохо кормят, что ли? И вы типа не можете?
Да. О, дым-то все еще действует. Так. Почему-то я подумал о том, что если уж он умер, то значит дым не действует на меня. Странно. Ой, какой веселый человек. Опять чумной какой-то. А, и он меня успел таки заразить. Дай бог ты здоровья. Не болеть. Молодец. Какой же... А, зачем? Нет, я слишком рано вышел, по-моему. Кажется, слишком рано вышел из Умбра. Румба. Румба. Умбра, румба. Помню такой танец. Румба. А, сейчас снизу. Так, да насколько глубоко эта башня? А, я же на высоту поднимался наоборот. Это что-то странное ощущение. Из-за того, что здесь нет окон, создает впечатление от того, что, ну, это типа, знаете, подземная башня или типа того. Такое ощущение просто. Интересно. А какие-либо реальные такие здания интересные есть? Ну, у нас в нашем мире. Башня, которая тупо без окон, без ничего. И очень высокая. Вот что, когда ты вот поднимался по этой башне, тебе казалось, будто... Типа, охренеть он... Чё вообще? Теперь и нас телега накрылась. У нас телега накрылась вчера. Привет, Тищ. Я же говорил, оно зонально тестит заглушки. Вас отпустило? Нет, пока еще нет. Слышал, Якутия митинг против так называемых братьев с Южной Азии. Может, потому вам телегу закрыли. Ну, возможно, одной из причин, да, это как раз и послужило. Но люди, конечно, сомневаются по этому поводу. Типа говорят, да ну нафиг, типа, из-за гибели одного человека, чтобы вот так вот, типа, этого ли. Но, как по мне кажется, вполне себе, может быть. Это как? Это люди вот такие странные, блин. Что-то сильно обесценивают жизнь человека. Говоря то, что... Типа, да бросьте, типа, из одного человека не могут, типа, такую тему строить. Но вообще... Всякое случалось в истории человечества из одного человека. И в этом случае конкретно идут же волнения, люди суетятся, и есть такие люди, которые вот под всю эту суету свои какие-то низменные желания похулиганить и разбить всякое, типа, воплощают. Серьезно. Так, вот тут я, пожалуй, росток поставлю. А, мне последний росток. Ладно, тогда потерплю. Вот как эта вся штука случилась. Были сообщения о том, что люди разбивают витрины и там прочее в магазинах, где вот работают
Люди из Узбекистана. Так что да. Придурков хватает. Так, давай иди сюда. Чуть не упал. Господи. Ага. А, убрать надо. Так, окей. А так, если вообще задуматься по поводу вот этого вот именно того, как закрывается, ну, как работает вот их заглушка, так сказать, этот самый пресловутый железный занавес 20-х годов, так сказать, нашего века, то, блин, он легко обходится с помощью VPN. Да, скорость и качество соединения немного снижается, но все равно доступ есть. Не столь критично. Лук убийцы, охереть. Давай, болезненный. А, ты живой, что ли? Ну да. Так. Вертикальный уровень. Не понял. Стоит какой. Ну, Морозов в такое время быстро из вон стоило на майт стоило глянуть. Да, блин. Можно даже проще примеры привести. У нас свет уходил в Якутске где-то на 3 дня. По всему городу просто свет уходил. Так, где-то на 2-й или 3-й день люди начали относить магазины, некоторые. Не скажу прям все, но были такие типа сообщения о том, что люди начали там типа витрины бить. Кое-какие. Паникеры и долбоебы, короче, ну, начали творить дичь какую-то. Ну типа там, знаешь, типа вещи первой необходимости, вот это вот все начали. Так же как, ну вот еще во время ковида тоже пример можно привести. Там тоже типа дичь была. Хрень полная. Бабушки вот эти вот все, деды тоже начали. Там сахар, блин, этот проклятый. Закупать в миллионном количестве. Да? Да. Алло. Да. Ага. Давай. Так. Все, самый нижний этаж. Давай.
Ключ танки, да. Ё-моё. Катализатор сияющего чистить. Окей. Так. А где пресловутый танкрет? И, блин, наверное, надо будет где-нибудь поставить этот наш временный... Так, стрёмно, что-то, погоди-ка. Я слышу рёв какой-то. Нормально. А, лестница. Байрон. Ты на мгновение потерял сознание. А, прости. Этот ублюдок Танкрет немного увлекся во время нашего последнего разговора. Но я убью его за то, что он сделал с тобой. Не думай об этом. Ты сожалеешь? Сожалею, что? Она? Не секунду. Я бы не стал ничего менять. Даже пленные пытки. Ладно, разве что это. Юмор. Это хорошо. Оу, тихо, 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 аккуратно, не надо. Да, ну что за эти Как же они плохо местами оптимизировали вот эти вот моменты. У них вообще какая-то лесенка творится, что ли, вот на этих текстурах. О, что это такое? Ну, ё-моё, где семена? Эх, мне бы семена. Ладно, побежали отсюда. О, клумба. Балдел. Так, ну тут уж да, я поставлю. Так, что-то мне кажется, что Танкрет этот будет, типа, знаете, мини-боссом или прям боссом. И взяв его ключ, нам надо будет также, скорее всего, телепортироваться наверх. Жалко, 2 временных костра поставить нельзя. Тот мне явно удален уже, который наверху был. Угу. Ты бы осквернил это священное место таким ужасным
with your Своими very собственными own руками. hands. Monster. Чудовище. Неужели Does твое your богохульство не blasphemy знает know границ? no bounds? Он типа поехавший сам собой говорит. That easy. Если бы все было так просто. Brother, Брат, we у нас have a гость. guest. Брат? Another Еще sin. один гриш. Танк на верховный говно. Окей. Ну чё? Да ё-моё, как же глупо. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Abomination. Чё? А, ничего себе. Мне даже предлагают вызвать подмогу. Да, он легкий. Ага! Нифига себе спам. Нормально. Ауч! А, я умер? Блин. Abomination. Да я что-то на расслабоне, не хочу напрягаться. Не напрягаясь, надо убивать его. Я еще, когда вот монтировал первые дни, вот сейчас монтирую второй день по этой игре. Я так плохо играю, оказывается. Офигеть можно. Вот монтируя свое прохождение, ты понимаешь, насколько это плохо. Офигеть можно.
смотрю и, ну, просто хотелось... типа... Как же я слабо играю, типа. Кого-то поставил. Ну ты шо? Бум! Бам! Готов. Крепит с усилием. Ты так сильно крепишь. О, вторая фаза, да ладно. Боль. Это не так приятно, когда ее чувствуешь ты, не так ли? Теперь ты познаешь тьму, брат. И шлем целый. Отсылка к берсерку. Да? Он решил закосплеить единорога? Он думает, что это хорошая идея была? Копье. Понял. Блин, растяжка у него, конечно, хорошая. Давай. Так. Ты погоди радоваться, у меня еще есть второе дыхание. Да, это было легко. Привет, Константин. Здравствуй. $22 000 за этого ничтожества? Ты видишь, это в их глазах. Ты можешь хвастаться своей величественной броней, властным голосом и такой непоколебимой верой. Можешь покалечить и убить кого угодно по желанию нашего маленького черного сердечка. Я сказал, заткнись, но ты только опозоришься, как какой-то бездарный шут, развлекающий детишек.
Они же не уважают тебя и не боятся, чтобы с ними не случилось. Сквозь твою жалкую внешность все четко видят. Без сильного лицемерного труса, каковым ты на самом деле являешься. Вот так, вот так. Не кричи, дорогой братец. Тебе бы не помешало немного отдохнуть. Да. Ну вот жалкие люди так и живут, наверное. В том плане, что, ну, те люди, которые там мучают других людей, утверждаются таким образом. Скорее всего, да. Так. Интересно, путь дальше есть какой-нибудь тут? Ну я же ключ взял. Ну да, пойдемте. Точно. У меня же есть ключ танк где-то. Да, вот это мощь. А где сынок? Скоро приедут. Ко мне батя приехал. Типа с провинции в город и из города в провинцию. Таксует между городом. Вот. Иногда у нас здесь приезжает, ночует, покушать, все такое. Ну и вот сегодня конкретно с нами детей забирать будет на машине. А так, в принципе, конечно, недалеко, но на машине намного удобнее и не холодно. Lords of the Fallen есть сетевой режим. По-моему... Даже не знаю. Да, есть. Да, есть. Есть. Так вот оно что, лифт. Так, тут даже стрелочки стоят. Ждем с маленького стримера. А маленький стример, ну прям стримом, имеешь в виду. Я ему обещал в субботу, что он поиграет. Я рядом с ним посижу, когда он будет играть. Так что да. Понял. Батя на пенсии уже? Да, давно. Ну как давно? Ну просто никто на пенсию уходить не хочет, если он там на долгое время работает на том или ином предприятии. Просто когда ты, будучи в предпенсионном возрасте, когда находишься, или уже в пенсионном возрасте и при этом работаешь, тебе пенсию в полной мере не выдают. В этом проблема. Ну и вот, видимо, мои родители так посоветовались, подумали и пришли к выводу, что лучше увольняйся. Ну, типа, полпенсию получать намного выгоднее будет. Потом плюс еще и потаксовать сможешь. И типа, ну, нормально. А?
Дети приехали. Ну а так, наверное, когда будем играть в Palworld, то сын будет сидеть. Ему нравится смотреть на Palworld. Дети же иногда еще бывают, подрубают мой стрим. Я забыл, что я так умею. Шляпа чистичка. Ну-ка, насколько это знакомый военный на пенсии 45 лет сидит дома, бухает сосед, жена развелась и забрала ребенка. Я иногда с ним пью, развеиваю его скуку. Лампота. Блин, я прям как это отдача буду. Боярский. Так, а где этот? Вот, тысяч. Зеленоглазое такси. Не тормози, не тормози. Иногда я похож на сутенера. О, блин, вот тут нормально, черный такой. Класс. Увези меня туда. Где будут рады мне всегда. Всегда. Да, поехали.
Секретный Локи был? Блин, мудак, что ли? Не убивайте! Какой секретный Локи? Там ситуация форс-мажорная была. Так, погоди. Ну, давай. А, арбалетчик. Покажи костры. Ща, подожди. Я не понял, это сейчас болт пробил. Ясно. Хорошо. Блин, как же я ненавижу этих сраных арбалетчиков. Просто кошмар. Давай, иди сюда. Да, похлестай. Ну, ух ты, какая тварина, ты имеешь в виду, погоди, секретный Лока это типа мост небесного там кого-то это? Мост небесного подъема? Там имеешь в виду? Умбральная Лока? Нихера себе. Полностью умбральная. Интригует. Подожди. Так. А вот так вот карту показать же нельзя, да? Надо именно на костер. Там босс-мучительница. Звучит хайпово. Я готов. Что для той Локи перекачано, да ладно. Ну просто я хорошо играю. И хорошо, как бы это сказать, распределяю своими ресурсами. Вообще вот эта вот тема с перекачем такая себе. Типа, ну, это, конечно, я не про себя говорю, а вообще в общем, да, когда говорят перекач. Просто в этих Souls играх тебе же никогда не говорят. Заранее Лок, понял. Там же никогда не говорят. В каком порядке следует, ну, исследовать локации и там прочее. Ты просто идешь туда, где, ну, тебе кажется правильным, куда глаза глядят, и все. И потом вдруг оказывается, что ты слишком силен то или иной, ну, для той или иной Локи. Как бы парадокс такой. Типа, казалось бы, типа разраб поставь указатели, типа там, не знаю, маяки, куда надо идти. Но игроки начнут обвинять в казуальности эту игру. Но если, типа, таких вещей нет, и игрок перекачается, так сказать, для той или иной Локи, то, ну, то это, типа, ну, проблема чисто игрока. Ну, казалось бы, тут никаких проблем нет, по идее. Странно это.
Любой открыватель рассвета, которого поймает, теперь это место освящено в честь судьи жриц. И больше не будет служить пристанищем для невежд и дураков. Выгнали людей. Умоляю, мы живем здесь на протяжении многих поколений. Наши сердца всегда были открыты для священных стражей. Благодаря милости судьи жрицы. Игрок будет думать, что он хардкорщик. Вот такая, типа, странная тема с перекачем. На самом деле, типа, знаешь, этой теме можно было бы уделить целое видео, типа, чисто, знаешь, типа, такой философский вопрос поднять на тему. А что считать перекачем, типа? Что такое перекач? Когда начинается перекач и тому прочее? Типа, практически на рофильной манере. А, мать твою, Урсула. Ну почему? Ну почему ты Урсула? Ах ты, мать твою, нифига себе. А это нормально, что у тебя рельсотрон, сука? А я еще в умбрале. Не бухай! Нет, не пей! Мама, не пей! Сука! Ты еще и хилишься! Все, лежи. Не-не-не-не-не-не-не-не. Умри, просто умри. Молодец. Да. Так, я надеюсь. Тут сейчас будет основной костер впереди. Ну, я не знаю, типа, новая локация, поэтому... Да! Yes! Yes! Давайте переместимся. Фласки должны закончиться у него. Фласки должны закончиться у кого? Типа у твоего знакомого военного? В чем сюжет этого? Я играл в первую часть очень давно, так и не понял. Ну, сюжет тут максимально простой. Не обязательно играть в первую часть, чтобы понимать сюжет этой игры. Короче, просто классическая тема в темном фэнтези. Ну, по идее, если так задуматься, для незнакомого человека с сеттингом с темного фэнтези это будет прикольно, потому что, ну, короче, тут уже во всем мире случился тотальный, ну, кобзец. Миру пришел тотальный звездец. Люди на грани практически вымирания. И мы как бы представители человеческой расы, сильнейшие, темные крестоносцы, должны бороться с этим, с богом-демоном Адыром, который не должен появиться снова в этом мире. Однажды, короче, давным-давно, после типа безумного управления этого демона-бога, его убили, но потом, опять несколько веков спустя, когда люди практически, ну, пришли в норму, последователи Адыра вновь появились и начали вещать о его возвращении.
И потом его последователи начали поднимать мертвых, демонов призывать, и просто хаос начал твориться. Людей всех убивают, вешают, там просто кошмар какой-то, расчленяют. Типа чисто, знаешь, как будто бы Новый год случился, и вместо гирлянды там типа висят руки, ноги, и вот это вот все, короче. Короче, Новый год, это вот реально как Новый год, но кровавый. Просто полная хрень. Люди гибнут просто миллионами, там, типа, ежедневно. Как в Диабло, короче, или Сакр. Ну, типа, да. На костер Колорадо, а потом вниз по лифту. Окей, сейчас пойдем. Окей. Сина. Кстати. Я вот о чем, знаешь, подумал. Я подумал о такой вещи, как... А что, если я возьму это и это? Да, и работает же. Ну, это немного странно, конечно, но... Но вот если бы вот это вот было с каким-то эффектом на кровотечение и так далее. Утрами был классный НГ, где раз в год Санта всех убивал. Да, я знаю этот персонаж. По-моему, первую встречу в Прае с этим Санта-Клаусом я помню. Ну, не то, что прям точно помню, но я помню точно то, что Фрай такой поначалу: о, Санта-Клаус, класс, типа, ты чё, типа, с ума сошел? Типа, чё плохого, типа, Санта-Клаус здесь у нас, типа, прилетает и, ну, короче, творит полную хрень. А он, типа, не верил. Только Зойбергу он дал подарок. Реально? Ничего себе. Прикольно. О, да. Слушайте. А лук убийцы-то, походу, имба. Но, или нет? Погоди-ка. Так, очень легкий, но мощный и точный. Однажды богатый обиженный купец из Морнстеда нанял убийцу, чтобы избавиться от аббата Вернофа и священных стражей, который вмешался в его дела. И закончил все тем, что наниматели и убийцы оказались в соседних камерах башни покаяния. И что, это типа описание предмета, которое должно типа быть крутым? Как по мне, это, блин, не знаю. Не лук убийца, а лук неудачника, типа, знаете. Лук лузера. Я не смог убить стражника. Так, а если продать? Дубликаты, во-первых. Лук я продавать, конечно, не буду. Я его сейчас хочу прокачать и посмотреть на его потенциал. Прям измазанного? А, признанного.
Тут я прям начал вспоминать, был ли я в локации, которая типа похожа на по канализацию. Убивал ли я там какого-то измазанного или нет. Так, ну... Так. Вот, лук изуроданного. Вон же. Так, 119, 101, 101, 101. Это на плюс 5, да? Ну давайте посмотрим. Раз, два, три, 4, 5. О, да, да. Ну, не так, что прям супер, да, но, ну да. Там будет имба арбалет, блин. Ну ладно, пока пускай так. Так. Колорад, да? На костер Колрат и потом вниз по лифту. Вниз по лифту. Я понял. Там же все в воде. Да. Понял. Я совсем забыл об этом месте. Совсем забыл. Блин, чуть был контент пропустил. Надо было с Байроном поговорить, кстати. Я же его мучителя убил. Танкстеда или как там его называли. Что-нибудь интересное он сказал, блин, ну? А ты, кстати, тут находил этого вора, который украл у Байрона этот его медальон, его женщины? Так, сейчас. Да, находил на автологе, в который ты сейчас пойдешь. Вот этот квест уже провалил, да, я провалил, ага. Обидненько. Да. Фигурка на фото. Нет.
Да почему? Это... Да, ну. Ага. Моб на казуалочек. С регеном ходит. Да и тихо, давай. Какой суетный. Ключ от системы вода. Кого-то там. Божественный проход. Класс. Он новообращенный. Ты сколько лет там сидишь? Сидел и ждал многие годы, пока не едет. А, вот это вот те ребята, которые были выгнаны из священной земли. Понял. А, и они стали последователями Адыра в итоге. Понял. Ну, да. Как сказать, система породила преступников. Ой-ой-ой. Так, подожди. Окей. О, много. А то я же говорил, ты завтра играй. Ты будешь играть, но завтра. Ну, сегодня тоже чуть-чуть поиграем в ту игру. Как вчера, там камни будешь добывать, там прочее. Тоже поиграешь сегодня. Хорошо? Так. Просто у меня такое ощущение, как будто бы я пропустил там где-то лестницу. Ничего себе тут. Бараки где-то, видимо, поблизости. С зомбями. И воду слезу ходиться. Сейчас, подожди. Ай, ёб твою мать, хитрая жопа говна. Я стараюсь вообще не материться, типа. Оу. Каков негодяй. Не моргающий корень. Вообще не моргает. Хвостик не двигает. Хорошо. Так, это где я?
А, это не для сына. Я не нахожусь. Я просто, когда монтирую видео, мне приходится это вот мои маты запикивать. Моя борьба. Редкий нот. Так. Ай, наверное, перебьюсь. Давайте пойдем. Ну, выглядит стрёмно. В том плане, что а вдруг это босс-файт. Так что я давайте как клумбу все-таки поставлю. Не, а я просто так прикинул, мне бежать очень далеко, если что. А тут вода кругом. Умереть, видимо, очень легко можно. Ща, прыгнем. На Сыкича. Умереть, не встать. На Сыкича. Заса. Так. Непонятно. Без откровения. А вот это и лока. Понял. Балдеж. Зажечь огонь. Погоди. Так, запутанная запись в дневнике. Наверное, стоит прочитать его. Запутанная запись. Некоторые части этих заметок и зарисовок свидетельствуют о неуверенности, которой изменилась обычная твердая рука автора. Текст Тацитуса периодически становится спутанным и беспорядочным. Рядом с наскоро нацарапанным многочисленные глаза, а центральный рисунок изображает зияющую бездну. Господи. Привет, Машрум. Привет, Михаил. Тох Капся. Ну, пятница. В преддверии выходных. Балдеж. Не надо рано просыпаться. Поспим. Чисто по кайфу. Жизнь хороша, ребята. И чип такой. Ну. А это как вообще? Это какие-то прокачанные майнкрафтеры, которые при ударе взрывают землю. Вот качает Demon Souls на PS3 прошитым. Блин, класс. PS3 прошито, это, блин. Вот это реально проще.
Видел тебя, глаза твои. Зеленоглазые. Как Fallen? Балдежно. Не, ну я вообще эту игру плохой никак не назову. Хорошая игра. Да, есть у нее косяки. И не сказать, что прям супер критические. Но просто они есть. Игра в целом хорошая. Первая шляпа. Ну, первая она прям как-то очень туго давалась. Она прям казалась такой тягучей, управляемость такая какая-то была неприятная. Не знаю, в ней какие-то такие проблемы были. Я потом прям пытался вспомнить. Она такая прям была не особо приятная. Как он завороженный смотрит. Не думал купить им консоль плойку вторую, например, или ты против этого? Я играл до нет подруга с 7 лет. У меня же 4-й PlayStation есть. И там есть кое-какие игры. Цифре. Yeah. И они играют там иногда. Там. Как эта игра называется? Second Sun они играют. Infamous. Иногда. Майнкрафт там есть. Но Майнкрафт пробной версии, знаете. Очень такой бесячий для ребенка в том плане, что она дает тебе поиграть в Майнкрафт только 90 минут, представьте. В день. В день 90 минут. Как бы с одной стороны казалось бы, блин, мечта родителя, но с другой стороны, как же я их понимаю, детей. Какой отстой. Типа всего лишь 90 минут в Майнкрафте. Вы что, совсем что ли? Не знал. Ну да. Что делает фонарь? О, много чего. Вот, например, дает возможность переходить из этого мира в другой. В мир мертвых или Умбра-мир. Также с помощью этого фонаря ты можешь вытягивать души врагов. То прикольно во время сражений, по идее, но я им практически не пользуюсь, потому что, ну, забываю им пользоваться. А? Долго, да. Тут посмотри. Я пока вот это хочу поиграть, потом запустим. Привет, Фрешмит. Где-то в 9 часов поиграем в Pal World. Вот. Сейчас 19. И когда будет 21, поиграем. Через 2 часа. 2 часа, да. И тебе же завтра просыпаться рано не надо, поэтому можно будет посидеть чуть-чуть подольше. Втирать какую-то дичь. Не-не-не. Батя дичь втирать не будет. Ну вот сыну не интересна вот эта игра. Он просто сидел, терпеливо ждал, пока мы не начнем играть в Pal World. Покемон игра года. Ну да, ну как бы да. Ну а шо, ну а шо. А кто-то сомневался? Не, ну я надеюсь, они его будут и дальше поддерживать. То, ну, не дай бог. Не дай бог. Такой успех. И потом вот так вот его, ну, как-то это развивать, если его не будут, то это прям потеря потерь будет. Это вообще жесть какая-то.
Игра очень классная, увлекательная. Так, на всякий пожарный. Так, давайте переместимся пока что сюда. Хочу, знаете, что сделать? Купить семена для новых костров временных. Так. Это всего лишь ранний доступ, а потом будет ого-го. Да, прикинь. Просто представь, что будет. Ну, получается, прям игра захватит игровую индустрию. И начнется новая эра покемонов. А в Тарков сыграть не хочешь? Не. Не, ну если кто-то вдруг решит мне купить... Ладно, 10 тысяч доната, я потом этими же деньгами покупаю какой-нибудь там... Ну, самый дорогой этот ихний пак, который еще дает доступ Тарков Арену. То да, вообще. Изи сыграем. Тарков. Ну, Тарков, как по мне, ну, я не знаю. Скорее, игра не для меня. Просто будьте уверены, эти деньги будут просраны впустую. Возвращение в 90-х. Да, только никто не будет играть фишками. Хотя может быть будут, не знаю. Мало ли, мало ли. О, как раз 8. В смысле? 5500. Мне мало. Так, ладно, погоди. Подожди, я же тебе и право могу продать. Так, что бы такого продать-то? You again. Полотно. Прикольное оружие. Блин, какое же обилие оружия тут в этой игре, я просто офигел. Умбральный остаток. Из-за покемонов люди когда-то умирали. Да из-за чего угодно люди умирали. То есть человеку особо, ну, как бы, кто не создает, то убьет человека, как бы. Ну, просто человек найдет способ сдохнуть с помощью этого самого. Palworld фишки и карточку на магаз. Блин, кстати, да, вот эти вот ребята, которые вот сейчас создали Palworld, я уверен, у них сейчас просто крыша едет реально. Просто представьте себе, как их засыпают предложениями. Явно какая-нибудь там фабрика по производству мягких игрушек их там засыпает предложениями. По-любому еще какая-то другая там херня тоже. Там вообще просто... Ихние менеджеры, вот этой вот компании, там, как она называется, Cherry, там что-то, Cherry Studio или что-то вроде. Все создатели Скаттен. Они явно сейчас так загружены всеми этими запросами. О, и 7500 надо. Ой, типа любой ставь, да? Нифига. О, повышать изменение ловкости. Ну, вот это вот можно
Увеличивает физический урон от двуручного оружия. Или вот изменение ловкости. Давайте эти изменения ловкости сейчас проверим. Сейчас просто посмотрю, сколько. Так. А плюс 257, 413 урона на минуточку. И ставим вот эту хрень. И у нас теперь А плюс... А, нихуя не понял. А я прям уже это типа... Был готов увидеть типа не А плюс, а С там какой-нибудь, знаете. С. А, это дальнобойная метатель, блин, подождите. А где двуручная? Вот, двуручная. Ну-ка. Непонятно вообще. Что подняло, кого подняло. Изменение ловкости. Ну, лучше, наверное, тогда просто физический урон. Повышение. Увеличивает урон равновесия врага. О, а вот эта тема. О, вот это хорошо. Все, вот это беру. Он у меня и так бьет очень круто по равновесию. А если еще и будет бафнутый на эту тему. Капец, просто чего? Это просто нереально мощное оружие у меня в руках сейчас просто. Тупо имба. Когти 1000 истин. Просто смотрите на это. Росомаха, смотря на эти когти, просто заработает себе комплексы неполноценности от своих маленьких коротких когтишек. Так. Коготочков. Постреляй мне тут еще, ублюдок. Еще большие осколки. Так, кстати. Если нормальная игра не выйдет до декабря, то покемоны будут игрой года. Ну, я сомневаюсь, что какая-то более-менее такая прям по успеху, которая сможет обогнать Palworld. По успеху, да? То... Не, вряд ли. Прям по коммерческому успеху вряд ли что-то вот будет обгонять Palworld. Но в плане геймплея, да, всякого такого, в плане идеи, конечно, могут появиться хорошие игры. Но, скорее всего, Palworld 100% возьмет типа дебют года. Там еще что-то, какие-то номинации были. Возможно, еще со временем, если она прям нормально будет развиваться как многопользовательская игра, она станет типа лучшей многопользовательской игрой года. И еще какой-нибудь... инди-проект года. Что еще она может взять? Типа оригинальность. Там что-то же было типа в этом плане. Так бы поиграл в новинки. Была серия покемонов в Японии, где почти весь зал кинотеатра словил эпилептический припадок. Эта новость зафорсилась, ее показали по ТВ, и тогда еще больше народу словило припадок. Да, типа свитки 6. Не, вряд ли. Свитки 6. Блин, серьезно, ты после Старфилда ждешь 6 свитки? Вообще забей, реально. Тот Говард, ну, просто конченый человек. Он нормальные игры не сможет, не умеет создавать вообще. Я после Старфилда уже реально не жду никаких игр от беседки. Просто, ну, реально забей. Беседка, ну, это просто
Студия клоунов. Я Готику жду и Кенши 2. Кенши 2 типа должна быть. Ничего себе. Надо бы поиграть в Кенши, чтобы быть в теме. У меня она есть. Мне его Арсен подарил, кстати. Блин, мне Арсен такие хорошие игры дарит на самом деле. А я в них не играю, блин. Капец, себя виноватым чувствую из-за этого. Он мне вот, например, подарил Oxygen Not Included, а я отложил эту игру, не играю в него совсем. Вот такая игра, блин, господи, какая же она душная. Прям не хочется менеджментом заниматься, работать. Какая же душная игра. Ой, боже. Начинаю вспоминать уже не очень. Для стрима Кенши не подойдет, наверное. Давай сделай обзор про тогда Тодда Говарда и как он обосрал игровую индустрию. Ну, может, чисто какой-то такой разговорный видос на тему того, как... на тему того, как человек побрал типа фан-базу и из-за того, что он такой весь консервативный и не стал развиваться, не стал тратиться, ну или он просто жадный реально. Он просто не стал реально типа деньги влаживать на развитие своего движка. Или просто не стал переходить вот буквально на Unreal 5 или что-то в этом роде. Я думаю, у беседки, у этой инди-студии были деньги на то, чтобы, ну, перейти на Unreal 5. Были такие возможности. Но просто они видели выгоду в том, что им не надо будет Epic Games, вот Unreal, за Unreal движок деньги вылаживать. Они чисто своим движком типа перебиваются, им норм типа. Конечно, деньги были, да. Тот Говард уже продалась Мэйка. Да, я бы не сказал, что тот Говард никто. Он как раз таки все равно остается главой в этой своей беседке. Те или иные всякие творческие проекты и прочие решения все еще остаются за Тоддом Говардом. Разве что, конечно, в каких-то критических случаях, я думаю, вот, по крайней мере сейчас, после вот этого провала Старфилдом, майки, наверное, начнут вмешиваться. Серьезно так. Но, по крайней мере, до этого момента, до Старфилда, у них был полный карт-бланш. И сейчас, скорее всего, там под вопросом все вот эти вот моменты насчет ихнего движка. Скорее всего, вопрос сильно поднимается. Они, наверное, сейчас начнут жестко сокращать штат беседки из-за того, что они будут не способны работать на другом движке. Просто они привыкли к этому говну. Или, скорее всего, научатся работать на другом движке по типу Unreal или еще что-нибудь. Короче, у них 3 варианта. А нет, 2 даже. Научиться работать на Unreal 5. И второе, разработать новый собственный движок. Новый, совершенно иной. Не такой, как этот Кал, который у них уже 13 лет существует. Или сколько там уже. Со времен первого Oblivion этот у них движок существует. Просто вдумайтесь, насколько жадный этот ублюдок тот Говард, что до сих пор не меняет движок. Он безумно на этом экономит деньги на своем движке. Просто нереально экономит. Полон 2 нету ДНУ? По-моему, нету. Я думаю, Starfield это результат безумного количества фанатов их игр, безумных продаж Fallout 4, безумных оценок Fallout 76 на сегодняшний день в Steam. Я думаю, Starfield это даже лучше, чем планка, заданная этими фанатами. Ну, просто, слава богу, Starfield случился, я бы так сказал. Потому что
как бы даже фанаты увидели, что просто даже самые безумные фанаты этого дерьма поняли, что это просто, ну, лютый кринж. И как их вот просто, так сказать, на своей палке вертел тот Говард, они тоже, я надеюсь, начинают понимать. Просто все обещания, которые давал тот Говард и тому прочее, и как они очень мощно лгали на своем этом Starfield директе, это просто жесть. Да, сейчас буду играть. Да, извини. Стараюсь параллельно это делать. Ну, в общем, так. Слава богу, что этот провал Starfield появился. И, возможно, в будущем мы увидим достойные, хорошие проекты. То есть даже есть такая вероятность, я надеюсь, что в дальнейшем права... О, смотрите, прикольно. В дальнейшем права на даже не то чтобы Fallout, а на свитки перейдут на что-то другое. Или просто беседка на корню конкретно изменится. Все это, я думаю, возможно. Хоть и звучит безумно. Типа то, каким он вышел, это абсолютно ложится в эту картину. Мне после Ведьмака 3 и Киберпанка больно смотреть на игры беседки. Да, если бы народ не хавал это дерьмо, давно бы появились нормы игры. Но... все равно рано или поздно это бы случилось. Да, если бы не сейчас, то потом уже точно бы случилось. Это же реально, ну, пузырь. Я бы назвал это пузырем качества. Просто этот тот Говард, он... Этот пузырь все надувал, и наконец-то он, сука, лопнул. Наконец-то все поняли, что его движок полное дерьмо. Боже, это случилось наконец-то. И народ наконец-то прозрел. По крайней мере, вот большое количество фанатов в этой беседке. И постановку делал. Ну, там вообще совсем бред полный. Не после Ведьмака 3. Это разные игры, но все же это же анимация. Ну, просто да, как бы новые игры, то новые игры не ставят новые планки качества в тех или иных моментах. Там качество в плане, ну, графики, качество в плане анимации, да. Это нормально. И сравнивать вот современные игры между собой, это тоже нормально в плане хотя бы качества. Геймплей совершенно иная вещь, но в плане визуала и вот этих вот вещей, это да, это вполне себе норма. Это я бы не мог назвать каким-то дурновкусием или еще чем-то в этом роде. Или типа графодрочерством, знаете. Так, надо как-то в Умбру переноситься, походу. Да, эти разговоры про движок уже 10 лет входят. Фанаты, если и захейтят, то только потому, что это sci-fi. Будет Fallout 5, за обе щеки бы скушали. Ну, посмотрим. Ну, я бы, скорее всего, тоже схавал бы, наверное, Fallout. Fallout все-таки он такой. Тут этот мудак с клинками. Боже, как я его ненавижу. Так. Только вот разрабы забыли одно слово. Оптимизация. Да, это вот современная проблема. С оптимизацией. Так. Давайте поставим тут пустерчик. Этот путь был и легкий, но время ценить надо. Классно, я понял, да.
Не, прикольно, класс. Обожаю такие моменты. Он сухой просто. Ладно, салфетка. Ты наколся? Ну, можно и так сказать. Я какого-то хера просто взял и упал. Я, если что, нажимал перекат назад. Джеронимо! Блин, да почему? Я нажал на F, я нажал прыгнуть. Ну, ну ё-моё, игра. Ну, хватит выставлять меня в глупом свете, пожалуйста. Это настенные барельефы. Не нажал на F ставим. Ну я типа нажимал. О, нифига. А чё урон такой лютый, а? У меня физическая защита типа полная говно. Да я нажимаю, игра! Эй! Посмотри. А. Доспехи Танфреда самые жесткие. Понял. А я их получал? Просто как будто бы я мало получал. Бичеванная сестра. Да, просто какой-нибудь там. Не, мне просто нравится шляпа, во-первых. Во-вторых, я его оставлю. Если уж так говорю. Так. Вот ангел пустоты хороший. Мне вот что-то вот прямо хочется ставить стильное, чтобы было. И в то же время, ну вот, да. Плащ дерьмо, если честно. Хочется стайла сохранить. Стайл. Багровый ректор. Угу. Ля, вы гляньте, какой четкий, ё-моё. Стилен. Ты нажимаешь его без должного уважения. Ну ты хоть сказка. Ладно. Ща, подождите. Сейчас прыгну. Passion Souls, да вообще. Привет, Вега. Байт на стрим. Да. Lord of the Fallen можно играть за женского перса? Да. Ну, вот так вот, ребят. Ушатал просто. Ворвался. Не убивайте меня, дорогие люди. Монстры. ХП осталось. Я на Palworld зашел. Он будет. Вот у меня сын тоже ждет Palworld. Почитай, что этот глаз дает. Окей, сейчас подожди. До следующего костра дойдем. И я прямо при установке глаза на гнездо почитаю. Ну ладно, давай сейчас прочитаю, чтобы еще при этом, знаешь, типа, сохранить желание как можно быстрее вернуться и поставить его. Где глазенки?
Восстанавливать истощенный заряд после убийства. Так, не то. А что я взял? Вообще. Заряд. Марка топора. Блин, марка топор, по-моему, не был. Так, этот ублюдок меня парит. Понимаю. Под бафами. Самый правый. Да ты меня еще и за это поплатишься, ублюдок дерьма вонючего. Решил ко мне лезть, ты. Да ударь его! Ну ударь его! Ну ударь! Я же нажимаю! Полволк как награда за то, что мы терпели лордов, да. Просто что-то боевых платьев я не видел. Вчера патч выходил для игры. Меня бесит, что они не пишут, что нового. Куда лезть надо на сайт. Куда-то лезть надо на сайт. Да ладно. Ничего себе. Что-то новое появилось. Интересно. А ты прочитал? Раз уж ты лезешь на сайт. Что там? Может просто ошибки исправлять, кто знает. Но вообще надо бы. Там я все время в этой сраной игре слышу взмах крыльев. Ага, мало. Это валюта местная этой игры. Это души. За счет них мы прокачиваем персонажа. Он сильный становится. Вот наш человек, вот этот вот. И оружие улучшать можно. Это деньги, короче. Типа деньги. Ну, по сути, деньги и есть. Просто без эмоций взял, зашел и убил. Изи. Так, туда. О! Не знаю, но это важно, наверное. Как будто бы важно. Зажигать все факела. Я забыл кое-что еще. Знаете, я в Умбру не уходил. Вот там наверху. Пока я далеко не ушел. В принципе, я тут сделал норм. Я тут зажег фонарь. Для какие когти. Да. Я говорю, реально у Логана, у Росомахи комплекс неполноценности будет, как он увидит какие когти. Он такой на свои коготочки глянет и такой слезу пустит. А я всегда люблю вот такими играть. В любом соусе. Это еще началось третьего Дарка, по-моему. Из такого. А конкретно я это начал реализовывать в Elden Ring. И люблю магов всяких лицов. Ну, у меня, да, такая тенденция уже давно. Типа, вообще не люблю за магов играть и так далее. Не знаю, глупо, конечно, не пользоваться всеми возможностями игры. Это реально глупо, признаю это. Но
В то же время, ну, просто это какая-то, типа, знаешь, моя личная религия стала какая-то. Чисто мое, ну, какие-то мои понятия свои в плане игры Souls-like. Типа, отрицание магии и чисто использование физической силы. Типа это, ну, типа это уважаемо. Каждому свое, конечно. Я ни в коем случае никак не принижаю там играющих людей через магию. Нет, it's okay, у каждого свое. Я просто вот про себя чисто говорю. Типа, киллер. А в том и прелесть, что кто хочет, тот и поиграет, кому это интересно. Вот лично мне это не интересно. Да. Звучали слова Тинькова в голове. Голос Тинькова, точнее. Ну это знаешь, как быть натуралом и вдруг подумать о том, что было бы прикольно замутить типа с парнем, знаешь, вот, ну, быть магом. Ты такой типа играешь все время за вот чувака, который там, не знаю, физическим уроном чисто идет, и потом ты такой вдруг думаешь, а чтобы вот, блин, ну вот маг это, наверное, прикольно. Попробуй-ка я магом как-нибудь. Ну типа такое. Сомнительно, но окей, да. Я их не осуждаю, ни в коем случае, но не понимаю, да. Хотя немного осуждаю. Мать! Теперь божья! Где тут ублюдок? Где-то там. Сделай нарезку с Тиньковым про класс Souls. Надо. Должно быть. Ах ты вонючий. Низкорослый. Ублюдок. Жри. Я даже не понял, что я подобрал. Что я подобрал? А, я без двух когтей был или что? У меня как будто бы урон был низкий. Так. Ага, жалко, тут нету типа новые. Ну, сортировки типа нет. Блин, как мне много всего. Медальонов вообще мало. Я не понимаю, что я подобрал. Так, самый правый. Вот этот. Умбральный глаз Детра. Эффект дополнительного гнезда. Устойчивость к ужасу. Нанесите урон после выполнения идеального блока. На основное гнездо здесь поставил. Так. Вас замечают и одновременно боятся в Умбрале. Истощение.
Увеличена продолжительность ошеломления от уровня души. Ну вот это интересно. Блок. Ну, наверное. Хотя я. Не. Поставлю все как есть. Ну, я поставлю там что-нибудь новенькое. На гнездо лампы. Но. Я как-то, да, больше урона. Блин, говнит. Да, я не. Я потерял бдительность. Я бдительность потерял. Расслабился. Собака дерьма. Всех порвал. Один остался. А он еще появится? Мне еще щиты не нравятся. Мне либо оружие в каждой руке, либо двуручное что-то. Ну, у меня сейчас тоже такое, да. Если, ну, я раньше еще мог поиграть на первых порах через щит. Но сейчас уже все. Я помню просто вот точно, как я играл через щиты. В первом Dark Souls, когда только начинал. И потом уже последующим там, типа, первые разы, когда играл, типа, вот, второй Dark Souls, третий, тоже щитами иногда пользовался. Привет, Сандер. Лорда, да. Так, я тут, пожалуй... Думал в кимоно. У меня есть кимоно. Я не шучу. Я в одно время, когда был в Таиланде, прям загорелся идеей купить кимоно. Просто в одно время. Вот так вот просто. Вот так. По щелчку пальца я вдруг такой. Я обязан купить себе кимоно. Возраст, походу. Если бы однажды вышло Диабло от третьего лица, можно и уже умирать и быть счастливым. Ну все, возможно. Не теряй надежды. Ни на что. Я вот, например, все еще не теряю надежды на какой-нибудь хороший Fallout. Вот это была драка. Медальон атрофии. Я уж хотел бы прочитать как медальон картофии. Уж хотел бы пошутить про то, что это белорусский медальон. Так, господи, тут все на английском. Так, медальон, который что-то делает и... Чего? Умбральные какие-то соркерисы can be cast with but can cast with... Типа уменьшает урон от умбральных волшебников или что-то в этом роде. Это ты Фредди косплеишь. Не знаю, Фредди. Diablo 2 бы в Souls-like кто-нибудь запихал. Ну, вообще, вселенную Diablo. И геймплейный процесс Souls-like. Вот это вот было бы, конечно, супер круто. Типа, прикинь, я думаю, это со временем будет модой. Просто этого еще никто не отважился сделать. Помяните мои слова, короче. Потом в будущем. Такое будет случаться, скорее всего. Какая-нибудь известная игровая франшиза, которая выпускала всегда под одним жанром, в одно время
сделает перезапуск, это будет типа ремейком, но в то же время это будет совершенно другой игрой. То есть в плане сюжета все будет то же самое, по лору все будет то же самое, но игровой процесс будет совершенно изменен на корню. То есть, например, в том же случае, что с Диаблой, оно станет от третьего лица и станет Souls-лайком, к примеру. Помяните мои слова. Я думаю, до такого дойдут те или иные компании. Просто они такие будут думать о том, что, блин, франшиза умирает, давно уже ничего нового не уходит. Надо как-то возвращать известность ей. И давайте сделаем что-нибудь такое, типа, безумное. Давайте сделаем, типа, например... ну, к примеру... Что бы такого? Из Overwatch, к примеру, RPG, прокачкой и диалогами, и в мире, типа, с открытым. Что-то в этом роде, к примеру. Или Diablo, вот то же самое. Я думаю, такое случится когда-нибудь. Но не уверен, когда. Побегать бы вокруг ножик Андериль в 3D. После покупки майками шансы больше. Если кто-то и сделает, то условно ниндзя теории, но не Blizzard. Эти уже ничего не могут родить. Ну, вообще, я... Ну да, типа, ну вообще, в теории такое по-любому может быть. Тут фетишист. Не осуждаем, но не понимаем. Но в то же время, возможно, и понимаем. Так, подожди. Да, я вот это возьму. Что это такое? Бесполезные монеты. Не понял. О, Андрея, там не только нож. Да? Погоди-ка, тут как будто бы... Что-то стрёмное. Что ням-ням? А? Здесь кушать-то. Что? Не, это монеты подобрали. Монетки. Типа деньги. Но они бесполезные почему-то. Кучка монет. Эти монеты были отчеканены давно и далеко от Монстеда, так что любая ценность, которую они могли бы когда-то иметь, сейчас равна нулю. 2244 активировал награду за 10. Я рад, что ты здесь. Так. Пояснительная бригада нужна. Что это за место? Трахун. Трахун. Причем формула в той же Diablo 2 максимально соусовская. Забег за забегом, умираешь и труп с лутом. Потом надо за это подобрать. Просто... Тут торговка. Подожди. А где я костер ставил? Как будто бы не так далеко отсюда. Мелкая. Блин. Ой, мать твою. Так, давай-ка поставим факел. Потом, если что, опять семена куплю. А? Ну, по идее, да, еще час. Еще час. Да, вот она. Где? Не вижу.
Ну тут как будто бы, да, кто-то должен быть. Тут котел прям. И место такое. Ты что, вальнул её? Тут невозможно убить NPC. Не. Я пытался однажды убить NPC, и не помогло. Была какая-то женщина, типа жрица. Она в открытую говорила о том, что нужно поклоняться Адыру. А вся вот эта твоя тема с лампой и возведением штук, которые ну, мешают Адыру вернуться, это типа, ну, херня полная. Ты типа дичь творишь, типа говоришь на мне. А я такой, понятно все. И захотел ее зарубить, но игра не дала. Я такой, блин, отстой. Печально. С мужиком базарил с лопатой о ожерелье. Ты про... я провалил этот квест. Мужик с лопатой ее вальнул. Я не уходил в эту локацию. Я просто вверх тупо поднялся по лифту. И там уже был чел с лопатой, такой говорит мне: слышь, а я-то сам справился. Нашел ее, убил. А еще нормально, типа. Я такой, ну... Молодец, говорю. Это ГГ. Ну, что поделать, что поделать. Бедная торговка. Ну, вот мораль как бы. Не воруйте, не умрете. Все просто. Да? А я не думал. Не знаю. Что вот такие приколы. Да ты давай не будешь, а? Граната. Просто граната. Кусок. О, нифига. Кусок, это хорошо. Но мне большие куски, больших объемов. Твою мать, ну ты, конечно, чисто кулейт, блин. Ничего? Так. Так, чё, пора заценить мой лук. Ля, какой кровавый. Хороший, хороший. Нравится. Это, блин, это... А я уже начал было грезить о том, что он классный. А он, оказывается, просто, ну, стрелы не тяжелый. Так. Ха-ха, молот его тут валяется. Так,
Правосудие. Блин, тут такие крутые оружки иногда поднимаются, что офигеть можно. Ну, посмотрите просто на эту коллекцию. Кинжал Джеффри. Мне вообще... Вот. Падший лорд. Предки. Вот правосудие. Святой урон. Черный меч непоколебимой защитницы. Кровавая слава. Сила 20. А, кстати, я уже нормально набрал. Так. Жду, когда на народных платформах Lies of P появится. Неужели круче лордов? Хотят сеттинг робота. Баба-мужик на ГГ. Не, я играл в SFP. Игра очень крутая. Очень крутая. Но она, сразу скажу, короче, чем ну, Lords of the Fallen. Она, я бы, знаешь, сказал... она, скорее всего, местами по боевке будет хардкорнее, чем Lords of the Fallen. Хотя Lords of the Fallen намного быстрее и динамичнее некоторых Dark Souls и так далее. Но Lies of P, он прям такой... Нет, это 21 должно быть. 9 часов. Ну, короче, тебе понравится. Игра крутая. И меня вообще ни разу не смущал внешний вид главного героя. Он еще, знаешь, что прикольно? Это вообще ни разу не спойлер. Хотя или спойлер. Ну, короче, в общем, увидишь. Он такой прикольный. Главный герой, если что, будет меняться потихоньку. Не сам именно персонаж, вот ими на другого персонажа поменяется, а сам именно этот персонаж, Пиноккио, будет, ну, меняться внешне. И это прикольно будет обосновано все и так далее. Там вот все классно. Разработчики на вот из Кореи, вот, студия Round 8, они прям затрайхардили вот в плане логики мира, сюжета, там, чтобы это все хорошо как-то работало вместе с игровыми механиками, знаешь, они прям, ну, жестко в этом плане задушнились и сделали все прикольно. Мне прям понравилось. Чего? А, это клуб? А у меня нету. Да ты че, мудак, что ли? Арбалет смерти. О, видимо, это тот имбовый арбалет и что-то там говорили. Тюрьма меняет людей, я раньше был белым. Он так изменил. Типа да.
ты тварь. В общем, уверяю, игра годна. Не слушай этих игровых журналистов, которые эту игру прям обсирают и тому прочее. Обсирают они ее, кстати, вообще совершенно за какие-то идиотские вещи. По типу, это плагиат Dark Souls, ну серьезно. Вот правильно говорят такую вещь, что... Ну, это по сути постфактум. Просто этим игровым журналистам просто выгоднее говорить плохо про игру. Это намного быстрее и проще, как бы, набрать тебе просмотры и подписчиков. Nightcrawler, спасибо за фоллоу, большое спасибо. А мне так соусы душнее играть, чем лорда. Да, в основном на лордов батон крошат. А, да? Вторая часть соуса вообще пипец. Но вторая часть соусов, она, да, убер душная. Но хорошая. Она мне нравится. Она, правда, хорошая. Но убер душная. Местами я там просто реально был. Особенно в том моменте, когда я ушел на гробу казахстанские снежные степи, и там меня лошади трахали. Это просто был лютый ад. Я вспоминаю и просто, ну реально, типа, я ПТСР на этом заработал. Как подбадывает. Ну, кстати, да, со временем управляемость персонажами вот этих вот Souls-лайков и вообще вот серии Souls, оно намного лучше стало. А раньше, блин, такой лютый был. Ну прям, ну не знаю, жилье такое. Очень сложно было управляться. Очень сложно. А где, кстати, мой костер? Я совсем забыл, где он был поставлен. Как там вообще драться можно после даже соуса третьего, да. А ты еще вспомни тех стримеров, которые вообще ранят эти игры типа нон-стопом. Без урона. Ну или хотя бы без смертей. Это просто жесть какая-то. Ну просто сумасшедший. Отчаянно шахтер. Блин, ну это вообще хорошо. На музыкальном инструменте, да-да-да. Еще и на музыкальном инструменте. Так, сейчас прокачаем когти на максимум. И это будет просто на руле, да. На батоне еще. На танцевальном коврике. На клиторе девушки. На чем угодно совершенно. Там, капец. Все ограничивается только воображением. Да. Вот, увеличит физический урон. Давайте вот это поставим. Привет, Найткроулеру. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать на стрим. После, конечно, сложно, а вот в свое время, после первого душ, весьма неплохо.
С закрытыми глазами пьяным. Блин, вот пьяным самое сложное, как мне кажется. Вот это вот совершенно безумная идея, типа делать шоты после каждой смерти. Ну это же вообще похороны. Это же просто бред. А, постойте, что? А, это же вообще другое место было. Вот. Подъемник, шахт, подъемник, по-моему. Да. Ну, кто соусами рос, там можешь как не готика. Вторая часть конкретнее. Не, ну я тоже в те готики проходил. И тоже играл в свое время. Ай. В свое время, наверное, готику не щупали те ребята, которые ее, ну, своевременно... Точнее, не полюбили, которые ее в свое время не поиграли. Просто отчасти такая штука, что она прям сильно по ностальгическим чувствам бьет, а потом уже ты начинаешь понимать, что эта игра, ну, чисто в геймплейном плане хороша. По факту. И вот. Штука в том, что люди, которые вот ее пропустили в свое время, им безумно сложно понять любовь к готике. Просто потому, что она, во-первых, выглядит такой. Как бы, казалось бы, да, ужасно, но потом ты начинаешь понимать, что а так-то неплохо, типа, в этом есть своя фишка. А потом еще и в управлении самое безумное вот это вот. Типа, новичок в готику охереет. Типа, как вообще тут драться? Что это вообще? Какого хера мне надо нажимать одну кнопку и нажимать, типа, васт, чтобы, ну, драться, типа. Как это, типа, ну, он просто будет сидеть и охеревать. Но потом он в эту тему тоже начнет вникать. То дело в привычке чисто, знаете. У меня... Так, подожди, что там происходит? Кто-то рядом ходит. У меня вообще первым соус-лайком были лорды 2014 года, хотя тоже кайфанул, запихи там топчики и пухи. Мне в свое время лорда первые вообще не понравились. Пипец как не понравились. Они, ну... Она была какой-то такой, я не помню. Она мне помнится безумно душной. Какой-то... Что-то в ней было не так. Мне надо поиграть в нее снова, чтобы прям вспомнить, что в ней было не так. Но вот, короче, скажу, во-первых, что там какая-то хрень была с атмосферой, что ли. Во-вторых, я вспомнил, она мне тормозила. И в-третьих, управляемость была какая-то странная. Я хз. Типа, анимации персонажей какие-то и там. Вот надо снова поиграть, чтобы реально понять, что там было не так. Блин, вот это, кстати, хорошая тема для видоса. О, ля какой. Вы гляньте на эту пещеру. Круто. Цветочки.
Так, а может тут где-то факел можно зажечь? Не знаю. Но может и не надо. Ну зайдем туда. Явно босс-файт еще будет. Да, что-то, да, это прям арена. Что, давайте first try? Another unfortunate made a slave to unceasing hunger. Еще один несчастный стал рабом I неутолимой pity you. голода. Мне жаль тебя. But as bleak Но as this сколь бы refuge мрачным may ни было be, это убежище, it is всё же оно наше. Сандер unfortunate nonetheless. 2244 активировал награду за 110. Нифига не зубки. У нее губ нет. You are И not вам здесь не рады. welcome here. Она ловкая, да? Фу. Попробуй попади. До свидания. А, твою мать! Или чё? А, все готово. Держите ее семеро. Остановите ее. Нет, никто не смог остановить ее. Ну, куда? А, ты... Няня. Абага няня. Горбут. Так. Вот это Bluetooth средневековья. Или фэнтези Bluetooth. Подключается к своей подруге. Бей ее, пока не доползла. Надо было, да. Чиу! Она просто... Это что, аниме? Она типа просто... Реально подключилась к ней. Жесть. Это теперь меха. Кто не знает, это бага. Мать моя. Урон-то серьезный. Не, ну я по идее могу просто зафейсролить ее. Еще 2 хилки есть. Да не фига, погоди. Тихо, не бей. От зрителей привет. Ну и прощай. Ересь очищен. Четкий мучительница Дервала. Умбральный отросток. Очень похож на броню гад. Да. Ясно перекач. Но это не упрек ко мне. Вот эта вот тема с перекачем реально такая, типа. Ищите остатки. Как бы это сказать? Немного глупо и совершенно
э, парадоксально. Типа в том плане, что по сути проблема перекача не является ошибкой типа игрока. Это по сути ошибка разве что разработчика. Но в то же время разработчик себе не позволит, ну не может позволить себе именно в плане сеттинга жанра, типа вот этого Souls-like, ставить метки, да, какие-то. Тому в том моменте, что ты типа иди туда, иди сюда. Просто может так легко случиться, что игрок может пропустить локацию. Просто потому, что он о ней не знал. Но в то же время игрок как бы молодец, потому что он хорошо распорядился своими ресурсами. Понимаете, в чем фишка? То есть результат перекача по факту на самом деле это хороший менеджмент ресурсами, который получает игрок по мере прохождения. Так что, ну не знаю, вот эта вот тема насчет того, что типа перекач, это немного супер глупо. Бери ее арбалет и умолку. А, ее арбалет. Я всегда в перекаче, не хватало мне еще 10 минут кувыркаться. Не, ну то есть, тут смотри, даже... У меня прикол даже в чем? Я даже вообще ни разу не гриндил по ходу всей этой игры. Если бьешь босса дольше 15 секунд, это фиаско. Я вот вообще ни разу никогда не гриндил в этой игре. Поначалу еще там в первых Dark Souls, да, там типа вот, особенно во втором Dark Souls. Было дело, да, я гриндил для того, чтобы, ну, хоть как-то набрать души для, к примеру, улучшения оружия, для улучшения персонажа. Я эту игру без оружия прошел. Ну, я таким, конечно, заниматься не стану. Так, Верховный Каратель. Голый ворон. Кстати, а что он дает? А, маска. О, меч мучительницы. Ила 29. Прикольно. Меч никогда принадлежит мучительнице первый из рядов. Окей. О, арбалет никогда принадлежит мучительнице. Ага. Ой, броня у нее такая. Средняя причем. О, это будет кандалы мученик. Кандалы, которые надевают на невинную особу, называемую для ученичества. О. Это моя первая покупка у Морфу. Вот за эти умбральные остатки. Самая первая покупка. Впервые что-то достойное появилось в продаже. Боевой ухват никогда принадлежит конкретному. А. Вот самая мощная, да, тяжелая броня. Так. Ну чё, давайте позырим. Арбалет. Вы гляньте. Лук убийцы у меня прокачанный на плюс 5. А эта хрень не прокачанная уже 151. Ну и жесть. Какого хрена? Чего? Это бред. Это бред.
Это бред. Это бред. Блин, какая же это имба. Не, ну она точно прокачивает на фул. Вот он почти, да. Это, о, 20-26 стало. Антон, посмотри на часы, и время, когда дойдет до 9, тогда поиграем. Так, где там этот арбалет? Вот он. Ё-моё, да чё за бред вообще? Они просто... Они по факту реально просто засунули БФГ. Half-Life игру. Это долбаная BFG в Half-Life игре. Так, еще 4. Да, мелком пугнуть. О, не, ну мы поиграем. Когда будем играть Pal World. Мы сегодня еще Pal World поиграем. Погоди, что? Одной штуки не хватает. You again. Да, я. Да, я. Не, это бред, это вообще дурка какая-то. Почему он такой мощный? Это просто бред. Купи Герлинду кольцо, которое усилит урон стрелковых пух. И куда больше это... Он... Сколько наносит? 700 урона! 700! И при этом он еще выпускает 3 стрелы. 3 болта. Это как вообще? Как? Это же нелегально. А я это кольцо покупал, по-моему, у нее. Не, ну я обязан попробовать это дерьмо на каком-нибудь боссе просто. Я просто... Не, ладно, на просто сильном мобе. Ну и потом на боссе тоже, конечно. Ну, и это я должен прям затестить сейчас. Так, О, торговец. Это аббатство когда принадлежало предыдущей господствующей религии Морнстеда. Прежде чем судья жрица объявила его новым домом священных стражей и осветила его. Можно сделать 1600 выстрелов? Это... Это я вообще не... Ну, я этого не понимаю. Это просто бред какой-то. Это слишком. Это прям слишком. Вау, просто. Да. Так, а где броня этой... Вот, мучитель. Я буду мучить жестко. Просто самое короткое описание в Souls-like, которое я видел. Броня мучителя. Рукавицы мучителя. Штаны мучителя. Готия нормал амулет достанем. Погоди. Выгляжу круто. Ё-моё.
Ну это прям очень хорошо. Во. Раскраска Твича. Так. Шляпа лучше, да. Но все же забавно. Так, погоди-ка, ну-ка еще раз. Как там? Сэмюэл Л. Джексон в фильме Lords of the Fallen. Сандер 2244 активировал награду за стать. За что это воды попить или что это было? Так. Не, ну вот вот эта раскраска самая топовая. Да. Не броско, просто стильно. Просто черный. Man in Black. А чё за амулет? А, кстати, я совсем забыл про гнездо у Морху. Ай, гнездо поставить. Плюс физический урон, плюс защита. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой. Куда так много урона? Куда так много урона? И даже... Еще и арбалетом будешь сильнее бить, получается. То есть, амулет плюс кольцо на дальний урон. Ну это просто дурка какая-то реально. Это реально дурка просто. Это убер дурка. Олерена. Устойчивость в ужас. От 5 урона душе врага. И вот так вот давай. Всё, супер топ. На хату Герлинда. Она мне, кстати, что-то обещала же вроде. Ну-ка, дай-ка я с ней поговорю. Я же ей все скрижали в одну. Мрачно смеется. Все смеется за какого-то. Не мрачно как-то, да. Она как будто за анекдоты смеется какого-то. Ты чё, мудак, что ли? А. Ой, я расслаблен.
Да куда ты переместился? Вы видели это дерьмо? Он просто такой боком уехал в пропасть. Я вперед нажал перекатиться, а он такой боком просто и уехал. Это вообще было ненормально. Норм вроде. Вот тебе котенька. Вот тебе. Это у меня приложение люто тупит и чат в целом. Я смотрю, раз Sony не хочет вливать деньги во второй Bloodborne, то люди сами их себе клепают, что Пиноки, что Лорд, именно его нет. Ну да, есть такое. Но Лорд, ну разве что кое-какими механиками, да, и так далее. Геймплейными. В плане ударов там. Возвращение хп за счет агрессивной игры. Но эта игра поощряет агрессивную игру очень хорошо. На! На! На!
Всем выйти из сумрака. Ах ты гам... Типа пушка, ган. Я не матерился. Так, все. Соль святости. Чего? Тебя... Блин, ты что такой везучий? Его прям игра защищает своим ландшафтом. Вот этим. Ну, тут, не знаю, видимо, дело не в Sony или что-то в этом роде. А хотя, наверное, эксклюзивность какая-то все равно сохраняется за... Ну да. Это, скорее всего, да. Так говорю. Решение Sony. За счет эксклюзивности на платформе. Не, Sony реально душнило, они вообще конченые в плане вот именно Коготь воина. Балдеж, какой же балдеж. Ну-ка. А непонятно, сколько он прибавляет. Я вообще не понимаю, сколько он прибавляет. Ударь моба с ними без него. Понял. Ну что, пойдемте проверим. Блин. Арбалет имба. Когти имба. Внешний вид имба. Что дальше? А, я думал, он полностью черный. Оказывается, он такой зеленоватый. Так, I may not be wise, может, мудрость это не про but меня, one thing но I have одно я learned все же is that you понял. never Никогда не знаешь, really know чем what life's going to throw at you. тебя бросит жизнь. So, Так что, I hope надеюсь, you'll ты consider воспримешь this это как friendly дружеский совет, advice, not me thinking of my own а не забота о profit. собственной выгоде. If there's Если тебе что-то anything нравится среди моих amongst my товаров, merchandise that you've had your eye on, perhaps you подумай should о consider покупке именно buying it сейчас, now, потому что... just to be certain. Чтобы ничего не упустить. Блин, я хотел сейчас сказать, как он. Типа, как совет. Типа, я хотел бы вам дать совет, ребята. Зафоловиться на мой канал. А потом вы не сможете это сделать. Типа, блять. Hello again, friend. Да. Не смог в голове себе подобрать слова правильные. Ну ладно. Арбалет мучить. Грех убийца. Ангельская защита. Это амулет? Это щит. Вот, кстати, бандана прикольная. О! Ну вот, кстати, давно хотел его купить. Давайте заценим. Ну и бандан давайте заценим. Так. May your path be blessed. Так, давайте для начала бандану. Прикольно. Не, слушайте, классно. Так. Вот.
Это да. Ну вот, топ-3. Топ-3 внешних видов, так сказать. Вот еще есть волк, кстати. Не забываем про волка. Волк тоже вообще прикольный. С ним долгое время тоже ходил. Но вот сейчас вот прям вот шляпа. Так, вот это. Бандана. И... Фу. Цветочки. Ну и это тоже прикольно, да. Так, еще вот эта шляпа есть. Она такая, типа, ну, простая. Ну, вот это вот самая, да, такая. Да. Так, что там тебе? Hello again, friend. А, он в принципе мне намекает на то, что сейчас скоро, типа, ну, игра кончится. По факту. Типа, мы с ним видимся последний раз. Практически. Воспламеняющая соль. Воспламенение, горение. Огонь. А, так они еще и разные отличаются что-то как-то. Эй, мне этого дерьма всякого разного много. May your path be blessed. Пойдем. Ты че, дурак, что ли, не пугал? Пятихатка! Пятихатка, Карл! Даже 600 почти что. 560. 560. А теперь без амулета. Он мне прирост 120 урона дает или... Он. Сейчас, сука, ты мне получишь ответочку. Держи, блядь. 900 урона! 900! Чё вообще? Что-то я сильно сомневаюсь, что какой-то босс переживет это вообще. Это реально теперь шутер. На 10% апает пиздамаг. Ё-моё. Это
Очень мощно. Это слишком мощно. Это слишком мощно. Это очень хорошо и слишком мощно. Так, давай. Где она? Где ушла? Уходим из Умбрала. Хотя... Зря я вышел из Умбрала, ну, сломав этот... Блин, надо было остаться в Умбрале. Я сейчас себя настолько охуевшим чувствую, что... Что я жнеца готов чисто пороху убивать. Ну реально. Да что ты там делаешь? Создаешь видимость работы, машешь, бьешь воздух. Так. Ну давай. Не, эта игра пройдена, все. Не, что меня может остановить, скажите мне, пожалуйста. Утяжеленные стрелы. Ну вообще забейте, ребят. Я и так как бы нормально играю. А тут еще вот так вот апнулся безумно. Это вообще, ёпта, это вообще бред. Это вообще бред. Вот у него туда. У тебя. Что? Зачем я создал перекач машину? Да, это мощно. Эй, чё он не умер? Эй, слышь, ты чё не умер? У меня тут младший в комнате. У меня 3 детей, 3 пацанов, если что. Иногда бывает шумно, да. Так. Улучшенная граната. О! О, оно! Все, погнали. Let's go. Let's go. Так, все. Ждем прихода жнеца и убиваем его просто. Получаем максимально мощный профит от его убийства. Плюс умножение в числе опыта. И протянем... Ну не знаю сколько, максимальное время просто постараемся протянуть. Постараемся убить жнеца больше 2 раз.
been reborn in the light of our eternal totally self-worthy of being counted amongst the ranks of her blessed servants, the hallowed sentinels. To Жнецу serve Молхову сказал, and что у holy тебя work арбалет, он не my придет. blood, my life, my future, in radiance and judgment. Не иди, придурок! Он тебя сожрет! Вот тебя! Старая котенка! Попал. Хорошо прибавил. Больничный берет, да? А? Ну чё, не... Че? Вот это варианты я не учитывал. Ну что меня в принципе могут убить. Ну чё? Сейчас тут мелкий меня зовет. Самый младшенький. Ну, вроде тут я безопасность. Помню я, да. Но, блин, я был так силен, что забыл о смерти. Забыл. Бывает же. Сильные и глупые забывают о самом главном. О смерти. Так, я немного поем. This tree grew from a seed into what you see now in a Выросло single из семян day. всего за один день. One of Judge Это одно из Clarence' чудес судьи жриц, miracles to которое он edify her предназначил своим disciples. последователям. There once hung from Когда-то it на нем an висел ancient странный banner флаг, carried старинный into флаг, battle под long которым ago кто-то там by был, Our и Lady сама владычка. herself. A symbol Он символизировал of более virtuous добродетельные times. времена. С тех пор он был сорван и запят. And one
Lampbearer, Лампоносец. Если if you найдешь should find куски the этого pieces of the знамени во banner время своих during your странствий, journey, bring them to me. принеси мне, я смогу восстановить поврежденное Carry it with и возьму его me с собой into в the самое heart сердце of the Империи, Emperor presented чтобы to поднести Judge себе Cleric жрицы as of память what the hallowed о том, sentinels какими once когда-то were. были священные I have стражи. too much Я не ожидаю, hallowed не заслуживаю sentinel искупления, blood ибо on мои my руки по hands локоть to в крови священных expect or стражей. deserve, but I must do what I Я can должен for сделать то, those who все, can что в моих still be силах saved. для тех, кто... Я молился, чтобы знамя не было уничтожено полностью, И чтобы владычица услышала меня, потому что это значит, что у нас остается надежда. Я не забуду о твоем счастье в этом Лампоносце. Наверное, Пиета была права насчет тебя. И вон, если нам удастся найти остальные куски знамени, сменить его, он будет сиять еще ярче, когда я предстану перед судьей. Блин. У него прям мечта. Да мне ничего не надо. Our Immaculate Lady will bring redemption. Это вот так. А, блин! Я слышал шаги смерти приближающие. И вот он затих. Мы больше не слышали его уста. То один убьет, то другой убьет. Угу. Ладно. Это я расслабился, реально. Да. Вот эта вот броня, которая на мне от этой мучительницы, полное дерьмо. Не держит. Не терпит урона. Не терпит. Ты суп на ужин мочишь? Ну да. Жена приготовила супчик, который мясо которого варилось еще с обеда. Мясо очень мягкое. Прям разваливается. Усманы и жести. Так. А где мой телефон? Ну, в последнее время начинало жестко теплеть. У нас в Якутске. Так.
А, нормально. Сейчас минус 27. Да, да. Все еще тепло. Еще потеплеет. А я по сути стоял, ждал житься. А там, оказывается, множитель не растет. Ля, жарище, да. Жара. Жареное солнце. Больше города. Блин, хлыстает себя и хлыстает, а? Как же он усердно себя мучает. О, привет, Брянский. Аккуратнее с головой своей. Так не умный. Особо. У вас нолик? Ничего себе. Блин. Ну, чисто Майами. Чисто Калифорния. Блин, ты меня напрягаешь. Просто умри. Ауч. Да кого нахер? Это кто? Что за снайперы? Самый дальний на востоке был в Тюмени. По-моему, Тюмень и Иркутском на одном часовом поясе, если я не ошибаюсь. У меня был какой-то зритель из Тюмени. У него было тоже в самое время, что и меня. Я тогда еще типа дивился. Это у кого еще такой вот, ну, часовой пояс как у нас. Ну, мало. Вот. Это деньги. И да, действительно мало. Так, погодите, а где? А, это лучница, вот это вот меня убила. И у нее сейчас мои души. Ах ты, паскуда. Блин, вот, ой, блин, 12-13 тысяч только что улетело в трубу. Угу.
ДТ? Что это такое ДТ? Суп. Хочешь суп-то? Это острый. Угу. Да. А, дизельный топливо? У меня машины нету. Поэтому не знаю. А так, вроде ценники видел, там 53, наверное, или что-то в этом роде. Еще таксисты, скрипя душой, типа говорят. Ну, типа, знаешь, типа, ну, я бы сказал, не искренне. Жалуются о том, что цены на бензин подросли. От того, что, ну, по крайней мере, таксисты так говорят. Ой, как я думаю. У них сейчас такие высокие цены на такси, что просто охереть можно. Вообще нереально высокие цены. Поменяем броню, это вообще просто бред какой-то. Я слишком много урона получаю. Блин, вот не люблю вот эту вот броню. Типа, знаете, вот. Ну, посмотрите, что это такое. Но защита нужна. Хотя, вот можно, в принципе, ангел пустоты. Короче, вот мучители. Вот это. И штаны. Какие-нибудь нормальные. О. Вот. И пойдет. Вот этот человек нормально. Торгует. Вещи нам продает. Ну конечно. Ну конечно. Ты чё, аниме что ли? Ядрить она меня. Кроме мелко, без тачки неудобно, наверное. Ну, да. А то сейчас скоро. Не, просто близко все, слава богу. В этом большой плюс города Якутска в том, что все довольно-таки близко. И по адресу прописки у нас садик рядом. Так что в этом плане, да. Все окей. Пешком передвигаемся. Пешком. It's okay. Теневая машина. Угу. Я помню про тебя, тварь. Ща я тебя поймаю. Где она?
Смотри-ка, держит дистанцию от... Но это не сильно помогло, конечно. Я балдею. Ну да. Блин, что-то такую простую вещь не могу сделать. Короче, здесь буду. Вот тут буду. Меня все пасут вокруг. И лучница там. Так. А с Монголией без виз? Вряд ли. Отдельная же страна. Вот если бы по внешности пускали бы, блядь, я просто в разные страны без виз. Ты представь себе, как это все происходило. Сейчас, я думаю, вообще все бы жили бы в разных странах совершенно. И русскоязычные люди. Ну, по сути, так и есть сейчас на данный момент. И разъехались. Очень много людей в Таиланде живут. Еще где? Ну, в Беларусь может заехать. Ну, тогда не знаю даже. Но если ты в России, типа, ну, не знаю, и когда-то хотел в Монголию, но не проверял этого, то не знаю. Я просто сам не в курсе. Ну, для якутян ничего там, ну, нет такого. Особенных условий каких-то нет. Так, я что-то не понимаю. А в чем прикол? Не типа прыгну туда? Да вряд ли.
А, ну да. Ой-ой-ой. Опа. Так. Вот слышу по эмбиенту, по звуку, что страх растет. Гнилое дитя. Ничего себе. Одежда гнилого дитя. О, растет, растет. Ну если, да, в Монголии, в ваши края, думаю, никуда не попаду. Но если в Форест, у нас нет туризм, то круто. Если в Форест нет туризм, не, у нас красивых мест много, да, и города хорошие тоже. Я, к примеру, очень удивился, увидев Хабаровск, когда я там был по срочной службе. Блин. Нормальный такой город. Хороший. Реально годный. Прям огромный. И красивый. А Байкал хоть гляну. Иркутск имеешь в виду? В Иркутске я тоже был. Иркутск, он... Если ты был в Питере, то он, наверное, он как Питер, наверное. Но я не был в Питере. Ну, потому что там очень много исторических зданий, и их не сносят, потому что у них исторический статус. Там типа такая хрень происходит. Там очень много таких вот двухэтажных, одноэтажных домов. Там деревянные такие, знаешь, типа старинного вида и так далее. Не то чтобы это выглядело как деревня, но в общем она такая. Охеренно. Хилка. Ты мне нужна. Так, буду убивать ловят. Давай, вылазь. Ну тотем дерьма. Ну классный тотем дерьма. Просто офигенный тотем дерьма. Просто великолепный тотем дерьма. Просто офигенный тотем дерьма. О, охеренный тотем дерьма. Который просто, ну, заруинил меня. Максимально классный тотем дерьма. Черт, вот не перестану хвалить этот тотем, который мне только что...
жизнь спас, наверное. Вот хочется прям выйти траву потрогать, так сказать. Но на улице травы нет. По минус. На улице снег. Блин. О, по косарю нормально. А что это за угол? Ладно. А я Сахатова владею? А я. Ну, владею, да. Ну, я вот с детьми по-якутски разговариваю. По-халу. Ну, просто привык как-то на стриме со зрителем общаться именно только на русском языке. А так есть такие якутские стримеры, которые чисто на якутском базарят. Чисто на якутском. И там, соответственно, зритель вот только из Республики Саха. Ага, я вкус. Где у тебя там в Тюмени мало уток? Ага, я вкус. Значит, мало гусей. Ой, гусей, говорю, уток. А? Это сейчас. Сейчас вот одну сделаю и пойдем играть. Сейчас вот. Этого вот красного убьем и все. Кстати, надо флакон подготовить. Он флакон заблочить не сможет. Он сильный, да. У тебя получается весла, да. Блин, и шрифт якутский. Ты прям скачал якутский шрифт и еще переводишь это дело? А через что переводишь? Google? У Дипла вряд ли есть. Хотя... Черт его знает. Эти нейроны очень хороши. Нормально. Вот так вот. У якутских депутатов бы, наверное, за мой стрим прям гордость подняла. Ну, была бы. Благодаря мне жители России якутские шрифты устанавливают. Так. Это находится с важным видом. Все языки хороши, да. Плохих языков нет. Приятно, что на нашей необъятной столько национальности, да. Вчера или позавчера говорили про ненов и рассказывали ребята, кто знали кое-каких ненов. И, короче,
типа, чел рассказывает, что, ну, типа, скажи что-нибудь на своем родном языке, типа, спрашивает у того чувака. А тот такой, типа, говорит, ты недостоин. Ну, там, типа, они вроде как вместе в общежитии жили, то есть что, короче. И, ну, видимо, сам человек странный. Или своего языка не знал. Но прям любопытно стало, как интересно звучит мэнский язык. Реально любопытно. И, кстати, на якутске очень много похожих языков есть. Вот турецкий, например, очень похож на якутский. У них счеты такие же, как у нас практически. Типа, привет, Вадим. Здравствуй. Добрый вечер. Добро пожаловать. У них счеты примерно такие же, как у нас. Типа, бир, ики, үс, тет, бес, алта, хетте, арыс, тоқус, вон. Это я сосчитал от 1 до 10. И у турков примерно так же. Я когда узнал об этом в школе, когда еще был, я удивился. Типа, нифига, прикольно. Тюркские языки. Скорее всего. Разновидности разные. Много общего. На уроках якутского языка много вот об этом рассказывали, вот я помню. Ну, мало что запомнил, конечно. Вот эти уроки якутского. Да и вообще уроки любые в школе. Мало что запоминается совершенно. Давай, где-то говнюк. Так, УФП. Да блин, ты что такой? Ну классные столбы, блин, братан. Ты чё, ловкий, что ли? Ловкий как Человек-паук, да? А, больно тебе? Твою мать, нет! Ну, уроды! Столпились просто, какие же твари! О боже. Мелкий хочешь, как фишки? Как делить? Конечно. Моральные ценности такого рода все время перебиваю. А? Ну все. Сейчас пойдем играть. Вот. Сейчас заберем душу. Про языки 50-50? В смысле, английскому языку? Ну, вообще языки, конечно, учат. Они чуть-чуть английский знают. Русский, якутский. Мы год жили в Таиланде.
Ну, в 23-м году. 22-23 год. М, Так, на якутском общаемся. Так. Мгм. Ам, Ну чё, взглянем на наши плантации, окинем взгляд наше владение. Окинул взглядом Александр Македонский на свои владения и заплакал. Мне больше нечего захватывать, сказал он. Набил платину по захвату мира. Так. Окей. Ага. 12 лет в покеболе. Нормально. Игра вылетела. Так, посмотрим. А вдруг я его не обновил? А вдруг я его не обновил? Хотя вроде бы... ну, в принципе, сегодня давление было, да. Не, нормально. Все как бы окей. Обновления все на месте, как будто бы. Так. Посмотрим, что тут у нас. Старый лук. Так, след положим сразу. О, поясной фонарь. Автоматически включается, когда О, нормально. Да уже разлочит. Ты говоришь, да и не говори вообще, бред какой-то. Перенок. Чего? Интересно. Элизаби. Кого еще поймал? Ван Вирм. Окей. Эта игра называется Pal World. Угу. То сейчас пойдем.
добывать. Это игра про покемонов, но здесь их называют палами. Типа приятели. Приятели. Ну и в общем, поначалу кажется, как будто ты просто занимаешься тем, что ты захватываешь покемонов ага, и с помощью них, ну типа там сражаешься против, ну кого угодно, местной живности и так далее. Но ты начинаешь потом строить свою базу, и здесь творится всякое, так скажем. Здесь покемоны добывают камень в карьере. Здесь покемоны вот спят чисто как в гетто. Вот их кормушка, кушают они. Тут у меня вот стол с лекарствами для них, есть что готовить. Вот тут у нас горячая ванна, в которой они снимают свой стресс. Вот тут сейчас котейка моется. Канал Карнавал, в общем, да. Тут некоторые покемоны также еще... Ну, сейчас у меня сын будет, да, играть. Чуть не сказал работать, но... Одно другому не мешает, так сказать. Сейчас. Как можно больше пикосфер создадим. Сейчас. Потом, думаю, в будущем этот канал моему старшему перейдет. Будет стримить иногда. Стрим передал, да. Вообще, реально, типа, можно было бы, типа, делать семейный бизнес посменно. Типа, знаете, у меня 3 пацанов, и каждый посменно садился бы и стримил. Типа, кто-то в ночную выходит, кто-то там, типа, одну половину дня, кто-то вторую, потом вечерний, и потом, типа, ночную. Как-то так. Мои личные палы. Да, да. Это было бы вообще мощно, конечно. Стримхата, получается, была бы вечная. Вечная стримхата. Да. Блин, вообще жестко. Не, ну а шо? Ну да. Звучит как план. Просто душные ребята из Твича могут за это бан влепить. В этом проблема самая основная. И вот единственное, что останавливает. Не-не-не. Вот, да, база. Вот единственное, что останавливает этот план. Прикол в том, что всегда должен быть взрослый рядом с маленьким стримером. Но даже несмотря на это, бывали банили. Вот это нажимай. Да. Вот вспомнил мелкого стримера, вот о котором сейчас хотел сказать. Ему типа было типа 8, 9 или, ну, короче, 12-13 лет, точно не помню. И он очень мощно, хорошо играет Apex Legends. И
рядом с ним его отец все время сидит во время стрима. У них типа 2 ПК, и батя на втором ПК там что-то делает, сидит, играет или что-то в этом роде. А сын в это время типа, ну, разносит всех в Апексе. И несмотря на то, что батя был рядом, их забанили почему-то. Но потом восстановили, как бы то ни было, но тем не менее. Сам факт того, что за это бан прилетел, это, конечно, дичь полная была. А если сын так оставишь, придешь, а там аудиторы под 1000, обидно будет. Да не, наоборот, круто. Будет иметь прям сильный смысл купить второй ПК. Собирать типа донаты из 1000 аудитории на второй ПК. Возьми, это маленькая душа. С помощью него ты сможешь прокачивать покемонов. А с чем связано, типа, детей эксплуатируешь? Нет, там связано с тем, что просто возрастное ограничение на платформе, и все. В этом прикол. О, броня возьми. Вот. Совсем забыл про эту броню. Вот. Так. Вот оно. Нажми правую мышку. Нет. Вот, да, это. Ага. И отнеси вот это вот туда. Ну там, вот, шкаф. Положи куда-нибудь. Вот в этот, по-моему. Там место было. Ага. Да. Вот. Правой мышкой нажми. Нет. Да. А вот так вот вообще. Иди положи в сундук. А, спать? Да, поспи. Какой-то Fortnite. Ну, игра намного интереснее, чем кажется, на первый взгляд. Просто сама тема ловли покемонов очень увлекательная. Они разные и там прочее. Ты просто... Не, если вот нравится, типа, заниматься коллекционированием типа, всяких разных вещей, там, существ, то это реально крутая тема. Потом, вчера, когда мы играли, по-моему, вчера или позавчера, короче, мы обнаружили такую тему, что здесь помимо покемонов можно ловить людей. Людей. Мы ловили людей. У меня вот сейчас на контейнере покемонов где-то 10-12 людей находится. Потом еще тут развитие идет от каменных топоров до пулеметов и ракетниц. Типа тут своим покемонам ты также можешь выдавать оружие огнестрельное. И потом в какой-то определенный момент это все будет выглядеть как какое-то государство, где наши покемоны будут стоять за конвейерными станками. Оружие сломано. Ну вот, кирка повреждена. И ты голодный, покушай. Он, блин, покушай. Ну вот или мясо. Вот. Вот куриное мясо есть. Да. Да. Правой мышкой нажми. Вот да. Все, молодец. Да, увлечен. Нормально. Вот, R нажимай. Вот, просто. Так. Ага, вот видишь?
сразу оказалось там. Всё. А, и почини оружие, да. Я 6 лет играл в принципе версию на Денди. Я... А. Вот. Поставь сюда, сейчас, погоди-ка. Опа. Так. 30 сюда. И 30 сюда. Все нормально. Так. И сейчас, наверное, первый же металлический слиток заберем. Сейчас, когда один металлический слиток сделают, возьми и почини кирку. У меня первой игрой была Марио. Супер братья Марио на Денди. Помню, в деревне у него играл. Потом, спустя какое-то время меня купили. А что положил? А, не, зачем? Это забери. Это же покебол твой мощный. Сейчас нужно это. Оружие починить. Вон. Так, погодите, а почему никто не разжигает огонь? А, дай-ка. Там какая-то хрень происходит. Вообще, что происходит? Что оно тут стоит? Изготовление? Кого? Погоди-ка. Старший, вот сейчас, который сидит, Арулхан. Средний Харасхан. И младший Джилурхан. Так. Фиг знает, где он был. Так, огненные. О, вот, да, вот это прикольно. Угу. Так, возьмем. И починим. Так, иди. А, первые игры у меня были... Вот игры на Денди. Было сначала Денди, потом Load Runner. Так, что еще было-то? Ice Climber. И что-то на Формулу-1 там какая-то гонка была. Это хардкорная, она была вообще нереально. Ага. Ну, это игра такая. Ломай. Но вот серьезные игры я начал уже прям играть спустя короткое время. Где-то то ли в 7 лет, то ли 8. Вот в 7, по-моему, я еще тогда в первый класс ходил или около того. На работе у отца. Там прям серьезные игры были. Delta Force, Commandos, Герои 3. Даже Metal Gear Solid был на ПК, или там, не знаю, они что-то вот на чем-то играли. Ну, скорее всего, на ПК был. Там ПК-версия, кажется, была. И что еще было? А, и, конечно, Counter-Strike. Формула-1 таки была. Александром было бы странно назвать. Нет, ну это нормально. Ну просто смотря какая семья.
Просто вот у нас все как бы больше по якутским именам хотели назвать. Меня вообще одно время хотели Ромой назвать. Романом. Я даже был назван так какое-то время. То есть от рождения сколько-то времени я ходил как Рома. А потом был переименован в Джолстана. Да. Сын играет, да. Вот это положи правой мышкой. Теперь сможешь сюда слаживать на буквы А. Вот, возьми. Спичку. Это тоже возьми. Это тоже возьми. Вон. Ты готова. Вот. Не, погоди, да. И отнеси, да. Да, да. Теперь нажми. Вот это вот правой мышкой нажми. Ага. И все, в принципе, да. Угу. Найтлин. Испанк Игнис. Ну, по-моему, прикольно. Да, и вот этот вот. Это вот самое интересное. Это... Погоди, 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 погоди. Кто там? Элизабет? За эту большую? Ну ладно. Угу, давай. Да, 3 штуки. Нормально. Так. Сколько бы ему нового песа, чтобы обучалку прошел? Не, он уже разобрал. А так, ну я него спрашивал, как ты хочешь, на этом персонаже или на новом. Он сказал на этом. Так что, it's okay. Это будет обучение от меня. Школа имени Нолана. Не, Наси там киберспортив, да. Норму по киберспортивному сдадим легко. Сколько там кликов надо было? Норма же какая-то была по российским каким-то этим киберспортивным этим. Спидранер будущий. Возможно, возможно. Гудю-гудю. Мультик-то. Да. Куда бы тогда? Да. Хотя. 16. Там громко. Не, давай еще чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Ребятки. Живот. Ребятки, киллеры. О, идем. Ребят. Привет. Это младший. Угу. Да, давай. Нормально.
Не-не-не, уже все. Да, пускай так. Так-то имело бы смысл. Давай патрон создай, Рука. Патроны. Вот там внутри. Не-не-не, вот там внутри дома. Есть верстак оружейный. Вот он, да. А, кстати, пистолет. Так. Вот один такой давай создай. Вот. Мега гарпунную пушку. Не-не-не. Вот зеленая, видишь? Зеленая. Нет. Вон ниже гарпун. Снизу справа. Снизу, Орохан. Снизу. Внизу. Да, ниже. Это? Ниже. Вот, правее. Правее. О? Правее. Вот. Мега пистолет гарпун. Да, вот этот. Мяу. Да, нормально делай. Да. Всё? Не, пока иди. Так вот они сами делают. У моего друга есть племянник. Может, четвертая девочка будет? Не. Все. 3 это максимум. У моего друга есть племянник, он играть научился за ПК раньше, чем говорить. И это правда, он не быстро обучается этой теме, да. Они просто моментально начинают хорошо разбираться в, например, телефонах и так далее. Просто жизнь какая-то. Не, пока тут ничего не надо, Рот. Окей. Пока не надо. Давай лучше копить технологии, потом разберемся, что разблокировать. А ты разве девочку не хотела? Не, в одно время хотели. Вот как раз третий, чтоб. Но потом, как бы, оказался мальчик, и мы такие, ну, балдеж. А четвертую, ну, не, многовато. Ну и потом как-то такие, в принципе, все к лучшему, как бы то ни было. Угу. Забери. Это? Да. Много раз нажимай. И нажимай. О, нормально. Внутри и так герой. Это нормально, господи. Это у меня жена героиня. Я-то что сделал? По факту. Это вот мне потом надо быть как бы хорошим отцом. Да, не, сюда. Потом мне это ответит. Ну там ничего не нужно. Потом как-нибудь пойдем исследовать острова. Тут ничего особенного пока нет. Я разве что. Блин, это кто? Да. Покемон какой-то. Нет. А, это нет, нормально. Что там есть? А, да господи. У нас таких же много. Да возьми. Ну просто таких у нас много. Не столь важно. Поднимайся. О, давай. Еще руды. Солнце высоко, Ролка. Да. Так, сейчас как можно больше металлической руды добудем. И надо будет попробовать пофайтиться с боссами.
яйцо. А, это? Пол рудокопа. Это? А, кстати, интересный момент. Погоди-ка. По-моему... Так, у меня такие есть. Так, это рубка деревьев. Рубка деревьев. Надо будет проверить это. Надо будет проверить. Надо будет попробовать взять пала, вот который, да, может руду колоть. И дать ему приказ атаковать руду. А, не, много. Скинь сюда. Вот. Вот так вот зажми Ctrl. Это? Ага. И нажми на руду. Нет? Да. Вот? Нажми. Не, на руду нажми, да. Зажимай. Зажимай и нажми левую кнопку мыши. Это? Да. Еще. 3 штуки возьми. Все. И нажми вот выбрось. Да. Это? Не, вот это, да. Все. Потом сюда вернешься, и они будут тут лежать. Пока иди. Вот добывает руду. Неплохо, да. Я пойду с древну. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Маша. Нажми правую мышку. Не. Его же там нету. Нажми вот. А. Да. А, Нажми R. Ага. Все. Включил. нет. Ну так, они у тебя на базе, смотри. Вот. Зачем мы относим сюда в коробку? Оно уже здесь как бы находится на базе. Оно уже числится, видишь? Все ровно. Есть. Да. А это? Ой, я попутал вход по камню. По камню. Ну коты, да, добывают камень. Вот можно будет взять с собой, например, ага. Это пламетворный орган. Он понадобится потом. Пока иди отнеси молоко в холодильник. Вон в холодильник. Ага. А, там яйца вылупились. Яйца вылупились? Где? Вон там, в инкубаторах. Есть. А. Ням. А, кстати, вот эти вот игнисы. Интересно. О, Что они умеют? Угу. 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 Вот. Так, теперь иди проверь этот оружейный верстак. Он там, в комнате. Вот, видишь, готово. Так, теперь дай поставим сюда. Угу. И патроны 240. Нормально.
Нормально, зачем? Пускай будет. Так, а вы что там по хавчику нормально все? Они чисто чисто ягоды кушают, что ли? Миску. Так, пирожное. Это молокомет. Ну, в принципе, давай 3 пирожных. Эти пирожные надо будет сюда положить. Сюда. Наверное. Это. А. Kim bilir? А, боги готовят где? Как называется? Ночники где? Под Ага. Батарейку надо. Тут потом... А то сын дерпать, скорее всего. А сын? Посмотри. Есть ноут? Есть. А там игру начинаешь. Я там был. Там ничего нет. Вроде. Вроде бы. Погоди-ка. Дай-ка. Так, давно хочу ее поймать. Так, тихо. Только не убивайте ее, только не убивайте. Где? Антон, музыкальный тохотки на балах, ночник. Хочу забайтить на то, чтобы она напала на остальных. Во! Ага. Пока еще не это. Ну коты, бейте ее, бейте, бейте, бейте. Давай, давай, давай. Во-во-во-во. Все, так, ну-ка. Получилось. А. Угу. О, наконец-то поймал. Все. Островитянин 3-го уровня. Человек пойман. Да. А там ее ждет 12 мужчин. О, дядя камера, дядя моя котенка. Там ее ждет 12 мужчин. Там есть пастбище для свиданий у меня. И туда ее засунуть было бы реально классно. Папа. Вот туда наверх надо. Да. Там на. Папа! Папа! Чё? Папа! Чё? Папа! Ну ты чё? Папа!
Ага, Баргун, да? Ка-ка-ка. Ну, какаска. Это типа. Аккуратно. Не-не-не, давай на самый верх. Антигарем не получается. Да. Типа того. Да вон туда, на башню, Рока. Туда стреляй, да. Туда поднимайся. Забирай, забирай, забирай. Лишним не будет. И когда вот так вот с помощью гарпуна летишь, нажимай на пробел, чтобы он цеплялся. Нажимай. Вот, молодец. Ты рук здорово. Всё. Скажи, игра стоит, стоит их денег или не стоит брать? Напомни, сколько она стоит в Steam? Я не видел. Она мне по геймпасу бесплатно досталась. Вообще, тема с геймпасом крутая игра. Игра на любителя. Ну, скорее да и нет. Ну, чисто как игровой опыт, я думаю, это забавно очень. Я вообще игры вообще не люблю, на самом деле, Стич. Типа, я бы не назвал себя любителем прям, типа, подобных игр. Пробел. Рохан, сейчас упадешь. Пробел нажми. Пробел. Где? Да вот пробел. Вот. Еще нажми. Сейчас устанешь, видишь? Вот, усталость там у тебя есть. Если устанешь, вот видишь, он падает. Мгм. Попаду это? Это покемоны. Что? Да, они работают, вот видишь. Вот. Покемон корова, покемон барашек. Пасутся сами. Молоко отливают и шерсть дают. У коровы нет других забот. Нажми правой мышкой. Думаю, возьму эту игру. Ну, короче, да, я хотел сказать, отвлекся. В общем, я вообще не любитель выживачей и тому прочее, но просто как-то у меня это, видимо, ведет из детства, то, что я в детстве жестко фанател по покемонам. Фишки там жестко играл с фишками. Мультик этот смотрел, сериал покемонов по телеку. Просто ни одной серии не пропускал. Короче, да. Это как-то вот осталось. И потом вот в этой игре эта тема, ну, вполне себе нормально раскрыта. То есть ты занимаешься ловлей покемонов с помощью покеболов. Что бутылка? Пакет-флэш. Ага, пакет-флэш. Да-да, покемоном топ. Так что, блин, реально. Именно в плане того, что ты хочешь половить покемонов, ну ты, да, забалдеешь. Стреляй в него, Ролсон, стреляй. Да, один раз выстрелили. Все, лови его. Фух. А нет, ты убил его, ладно. Она вроде еще и кооперативная. Да, в него можно поиграть в кооперативе, типа. В общем, по факту, когда ты создаешь... Ну, она кооператив как в этом, как в Майнкрафте, по идее. Не-не, все, ты много взял. Ай, как учил. Не-не-не, вот руда. Вот. Снизу. Внизу. Правее. Да. Зажми Ctrl. Ctrl. Вот он. Нажми. Вот. Еще. Все, хватит. И выбрось. Все. Отлично. Иди на базу. Прям ровненько. Хватило. Нормально почитал.
Не, пиратки я не очень люблю качать. Не, лучше покупай, потому что она обновляет в этой игре. А в этой игре баги есть. Ну, хотя, ну, пиратка тоже окей, наверное, но чисто ради ознакомления. Чисто ради ознакомления. Но плюс этой игры в том, что она в раннем... Ну, точнее, или минус, я не знаю. Ну, не-не-не, Руслан, ты что? Положи. Она у тебя на базе же. Да, да, понял. Ого, сколько стримеров, да. ЧПДЛ там крутой, блин, да. Там прям реально мультик был. ЧПДЛ, да. Это точно. Согласен, если обнову буду выпускать, то придется игру каждый раз качать. То, ну так, да, там морозки много. Я, кстати, не помню, сколько игра весит сама по себе. Ну, что-то как-то не запомнил. А, Один раз выстрелили в бок. Да, а где? все, и квадку. Да. Все, поймал. Сейчас все нормально, поймал. Давай, там этот руду поставь. Не, я понял. Но я вот просто пытаюсь вспомнить, сколько сама игра весила в полном объеме. Но почему-то не помню. Я обычно такие моменты... А, у тебя оружие повреждено, иди. На базу иди. У тебя оружие сломано. Опять. Да, опять. А, и надо бы тебе шлем сделать, это странное перо. Я вообще, типа, максимально рофильного Шлем? персонажа сделал. Шлем, Папа, да, шлем? шлем, да. Я максимально рофильного персонажа создал. Папа. Я не думал, что игра мне понравится. Да, будешь крепким, тебя никто не сможет убить. Ну, зараза, игра зашла, и, типа, я теперь с этим уродом бегаю, вот. А начинать заново, типа, как-то, ну... Ну, очень лень. Ну, очень лень. Но надо бы, мне кажется. Чем раньше, тем лучше было бы. По идее. Да, нормально. Мне этот персонаж безумно не нравится. Я надеюсь, дадут возможность, ну, как-то это, менять персонажей. Я вообще его хотел бы в Стиме купить, а то по геймпасу как-то так себе. А, погоди. Ну, дай-ка. Мало гвоздей. Дай побольше сделаем. Гвоздик, кстати, да, нужная штука. Погоди. Вот. Только хватит. Да, была скидка там 10% копейки. Короче, в Стиме надо покупать. А то в геймпассе она к тому же не в моем аккаунте. У меня геймпасса-то по сути нет. Это геймпасс друга моего Арсена. Он дал мне свой аккаунт, чтобы я поиграл в всякие разные новые игры. Блин, надо бы еще посмотреть, какие там игры есть. Я придумал идеальное название для мира игры. Да. Да, вот голова. Нет, наверху. Голова, да. Все? Где? Там нет. А, вот оно. Покиславий. Покиславий. Там нету. Покатарстан.
Покерстан. Отсюда Покерстан. Покемостан. Покемостан. А где тут? А, так, давай сейчас посмотрим. Да, сейчас сын играет конкретно. Сейчас посмотрим, куда бы нам двинуться по уровню и там прочее. Короче, ловить покемонов будешь. Да. У нас 26 уровень. Нам нужно поймать каких-нибудь подходящих по уровню. Вот, Тенклоп, по идее. Но вообще, хотя я тут, пожалуй, сам займусь исследованием. Но, наверное, стоило бы пойти по... Так, давай-ка пойдем сюда. Где-то мы. Давай отсюда пойдем. Сами на двоих. Точнее, вот. Давай на этом. Покемоне. Смотри, Релха. Вот. Цифрами меняешь покемона. Вот, меняется. Хоп-хоп-хоп. Потом берешь Е, нажимаешь, вот. И выкидываешь, вот, появляется Е, да. Где-то? Да. Потом вот F зажимаешь на этом покемоне. Его седлать можно. Вот. И давай. Вот. Поплыли, поплыли. Поплыли мы, знаешь, куда? Давай вот на тот остров. Короче, вот в эту сторону давай. Пошли. Ви-ви-ви. Иди вперед. Не-не-не, нормально. Покемон это переживет, наверное. Он у нас здоровый. Прыгай. Так, вперед. А вот так? Так. Да по-любому дадут зеркало с возможностью крафтить или косметологию, чтобы внешку менять. Ну я надеюсь, ёшкин кот. Вообще начинать заново было бы не хотелось. А, большое яйцо, по-моему. Или нормальное. О, большое яйцо. Я. Тьмы, кстати. Хорошо. Забирайте, пока не запатентовал. Жалко, на PS5 подписки на этой игры нету. Да вообще, как по мне, ну, хочется кинуть в огород Sony камень. У них политика подписки и там прочее вообще совершенно плохие. Не-не-не. Давай на другой остров поплыли. Туда. Да? Туда. Не бойся, у тебя покемон большой. Не утонет. Он вообще водоплавающий. Давай вот сюда. Ну прямо, да. Исследовать будем. О, гумка. О, сундук. О. Прыгай. А вот так? Ага. Вот так? Это покемон не может. О, нормально. Так. Ну вот насчет Sony. Блин, они дают возможность играть по сети только лишь тогда, когда ты платишь им за вот эту платную подписку PS Plus. Вообще бред какой-то. И потом у них еще эта вот подписка. Что это? Это электрическое яйцо. Электрическое счастье. О, Хорошо. май гад, на. О, данжен есть. Давай пойдем в данжен. Вот, в пещеру иди. Погоди-ка. Ну да. Да, в пещеру. Ага. Не, у тебя лампа есть. Заходи. А где? Она сама включится. Что? Пещера холма. Все, нажми F.
Это? Ага. Давайте. Это? Да. И покушай. Блинчиков покушай. У тебя блинчики есть. Да, блинчики. Вот нажми. Да. Вон, блинчики покушай. Вон они, вон они. Да. Да. Это? Да, покорми. Покорми. Еще. Всё. И дай-ка я тебе сейчас вот, пистолет дам. Вот это оружие. Вот. А я? Давай. Они из подписки убрали Спайдермена перед релизом второй части. Может, до сих пор не вернули, кстати. А можно мне блинчик тоже? Да я бы рад, Но, к сожалению, ты не мой покемон. Да. Был бы ты моим покемоном. Что? Выстрели один раз. Поймай. Один? Да. Все, кидай. Вот. А, Еще раз кидай. Кидай. ты так-то. Стреляй в него. Стреляй. Уворачивайся от патронов. Эй, какие вот от снарядов. Вот так вот уворачивайся. Беги, прыгай там. Вот Ctrl нажимай. Вот Ctrl есть. Вот Ctrl нажимай, тогда он будет уворачиваться. Это? Вот это. Это? Да. Понятно. Вот так вот. М? Не, нельзя. Не мой покемон. Это грустно. Нормально. Зато раздражительных звуков не будет. О, Киберспортсмен растет, да. Да, туда. И перезарядись. У тебя патронов много в магазине. а где? Вон. Да. Вот R нажми. Да. И вперед, дальше, внутрь. Тут нам главное этого А, босса покемона поймать. а где? Угу. Тут в каждом данже есть вероятность того, что ты поймаешь редких покемонов. Плюс в конце данжена есть гарантированно редкий покемон. Ну, один раз выстрели. Погоди, давай лучше лук возьми. Вот, да. Да. Стреляй. Еще раз. Все, кидай. Лови его. У него жизни мало, можешь поймать. О, молодец. Будущий мастер покемонов, между прочим. Это что, покемон игра? Да. Pal World называется. Только здесь они не покемоны, а пала. Давай тоже поймайся. В принципе, прокачка идет. Давай еще. Еще. Все, давай, кидай. Еще. Чуть-чуть. Вот все. Нормально. Вот так вот. Тренер. Вот? И будущий тренер покемонов. Типа приятель, да. Ну, короче, тут по лору однажды человек типа потерпел крушение, то ли что, короче, он оказался на этом острове и открыл, что здесь есть существа странные. И в общем, типа, начал типа исследований с ними.
Он однажды находит вот на земле какую-то пал-сферу, вот такую, он случайно его кидает, и та, оказывается, попадает вот в одно из этих существ, и тот попадает внутрь сферы, а после того, как он вышел из сферы, он начал помогать. Ты поймал человека, Роха? Да. Иссякай, короче, да. У меня сын поймал человека. Был бы у меня флаг конфедерации еще вот тут сзади, я был бы супер гордым. Конечно. А так звоночек. Погоди. Давай, кидай. Это онлайн игра? Ну нет, офлайн тоже можно играть. Просто если ты хочешь в онлайн, то можно с другом типа, в кооперативе поиграть. Можно. Я не надо их ловить, это же люди. Достаточно поймали. Давай. О, сундук. Геншин надоело. Да Геншин вообще такая странная хрень. Я пытался его полюбить. Однажды мне, кстати, донатили деньги на Геншин Impact. Типа, на, поиграй. Пройди его, что-то в этом роде. Типа, 5000, по-моему, донатили рублей. Но я просто молил потом донатера. Типа, хотел, можно я дропну уже. Где-то на второй или третий день я вообще не мог вынести этот стал. Очень скучная игра. И чтоб ты понимал, типа, на фоне всего этого, там другие вообще прекрасные игры существовали. Мне в них хотелось поиграть. Да, это человек, но я просто максимально такого странного создал. Тело женщины, но лицо Кенни Уэста. Так что, да. Ну, я максимально зарофлил персонажа. Типа, просто как идиот поступил. Потому что я поначалу думал, что игра мне не понравится. Я просто ее дропнул спустя какое-то время, но потом как затянуло. Теперь я вот с таким вот уродом бегаю. Прикинь, какая штука. Вон, предмет подбирай. Один мододел знаменитый сказал, скоро выпустит мод, что меняет палов на натурных покемонов, и к нему уже угрозу судом. Он сказал, что все равно выпустит. Нифига он будет. Да. А по-моему, я видел скриншот какой-то. У него там Эш был персонажем. Я видел, по-моему, скриншот этого мода. Да, это будет очень популярный мод. Кстати, может быть, есть моды, которые дают мне возможность поменять внешку персонажа. О, Иди, нормально. Ты плавать умеешь. Я тут посмотрел в инете, эту игру играет больше, чем в CSGO. Да, Вадим, да. Это самая на данный момент играемая игра во всем мире. В неё, я не знаю точно, но сейчас папа. очень много народу в нее играет. Просто очень. Есть такой мод, отлично, надо будет применить. Ага, сломанная игра. Даже сын офигевает от того, что там текстура неправильная. Только дает возможность стать ГГ голым. А. Нет, ну зачем? Давай. Учи их. Вот еще.
О, дальше. Дай лови. Кидай. Только не промахнись. Но это слишком хороший. И он не поймался. Какой за бред. Сейчас. Не, все, хорош. Хорош. А. Холодно, да. Ча. Кидай. А как это 90% возможности поймать? Почему он не ловится в катабаза? Не-не-не. Туда иди. Не-не-не. Обратно. Не-не-не. Не-не-не. Туда. Вот там что-то факелы же и горят. Там, по-моему, проход. А, нету прохода. Это бред. Ну не тоже. Эта игра в основном бродилка или выживалка. Да это безумный винегрет, эта игра вообще какой-то. Эта игра по сути как... О, вот туда пойди. Это по сути Zelda Breath of the Wild. Во-первых. Во-вторых, это... как говорят, как Ark Survival, выживач, в котором ты занимаешься тем, что развиваешься по техническим моментам и по типа лука и стрел, поднимаешься до огнестрельного оружия. И также параллель такая, потому что ты можешь покемонов оседлать, использовать как транспорт. И вот всякое такое. Но в этой игре, помимо всего этого прочего, покемоны еще также используются как оружие. Например, я видел в ветке технологий типа держатель для одного покемона огненного типа. Если создать этот предмет, то определенно этот покемон у тебя будет использоваться как огнемет. Ты его вот так вот держишь, и, типа, не знаю, за хвост дергаешь или что там, и он просто как огнемет будет шмалять. Также я сделал пистолет-пулемет для одного моего покемона. Вот он, кстати, Лифман. Сейчас покажу. Только вот на боссе надо показать, хотя ладно. Вот он, вот этот мелкий их. Сейчас надо бы вот беру его. Он садится мне на голову и вот стреляет. У него тупо УЗИ по факту. Вот. Пистолет-пулемет для Пала Лифман. Похоже на болтер или типа того. Но прикольно. И таких вот всяких разных приколов очень много. И это практически к каждому покемону применяет. Таких приколдесов много. Я играл в ММО с пермосмертью, и чтобы воскреснуть, нужно смерти на весу класть свой лут, чтобы перевесило на жизнь. И на весах было 99% воскреснуть. Я молод. Пожалел. И погиб. И на крайне выбора перца. Погоди. А где? Вон совесть. Пока. Так, дай-ка. Так. Что-то мы заплутали, как будто бы. Откуда мы пришли? А? О, чуть-чуть улапуть, ага.
Средний сын удивляется тому, что младший почти догнал его по росту. 1% не хватило своей сдачи, да. Миссии нет, и история тоже. Ну, история какая-то типа очень условная есть. Очень условная. Типа просто ты чел, и ты проснулся на острове. Типа потерпел кораблекрушение или что-то в этом роде. И дальше, ну, типа, начинается история твоего выживания, типа. Занимаешься всякими разными вещами. Вот, там сюда. Ловишь покемонов, такое. Ну и потом, типа, в качестве того, чтобы как-то подогреть твой интерес к флору мира, тут есть вот настройки, заходишь, заметки и читаешь вот они, вот истории странника, типа. Вот. Загадочное устройство. Это вот как раз таки эта штука, которая вот у нас есть. Ну чисто Зельда, короче, штука. Кто играл в Breath of the Wild, тот знает. Вот. Этот мир таит в себе секреты. Я понял, что в конце прошлого года, когда вернулся к вопросу строения земного рельефа для своих исследований, наблюдая за островами на карте, я, к удивлению своему, обнаружил, что одно место кажется каким-то пустым. Там что-то было изначально. Даже странно, что я этого не замечал в одном месте. В этом месте явно чего-то не стоит. После нескольких месяцев подготовки мне удалось на основе своей теории установить примерные координаты этого острова. Я решил отправиться в одиночку на корабле. Ну и типа вот, да. А в какой выживании есть сюжет? Даже в Альфеме его нет. Ну, там около сюжет типа есть. О, ламбол. Вот он, полк большой. Вот этого Не-не. Вот этого большого поймать надо. Только не убей случайно. У тебя оружие мощное, ты можешь убить. Давай лук. Давай, давай, давай. Стреляй, стреляй. Все, кидай. Сейчас убьешь случайно. Мимо. Все, нормально. Не-не-не. Да, вот этих мелких. Мелких. Поймаю, поймаю. Не-не-не-не. Да, вот эти. Вернул. Любое можно оружие выдавать покемонам? Не, там определенное оружие. Только определенное. Не знаю насчет этого, как они потом как-то будет развивать эту тему или нет, но пока что там по-разному. Одному покемону там типа пистолет-пулемет, одному этот как его держалку, чтобы сделать из него этого как его огнемет. А многим большим покемонам да, создается седло. Да. Седло. И когда ты так делаешь, седло это. Все, закончили, вышел. Так, погоди. Давай туда вниз. Нет, вот да. Да? Не, вот вниз, да. О май гад. Не, а папа. Не. Вот. Нет. М нажми. Это? Ага. Вот там Не, тоже а вот это где-то? А то потом пойдем. Там просто сложные покемоны. Пока ты давай тут Вот разбирайся. там. Да. Да, пойдем. Вот. Туда. Туда смотри. Да, правильно. Так, с открытыми, да, с открытыми. С обновтики и рафте сюжет есть. Да, там есть. Хотя вот насчет рафта не знаю, но с обновтику знаю, да. Ну там просто ты типа разбился на планете, типа
субокеанском, и тебе нужно как-то улететь на свой корабль. Кстати, есть сериал анимационный, называется «Царство падальщиков», по-моему. Вот она вот как раз вот схожим сюжетом. Там челики из какой-то компании с перевозкой грузов летят на какой-то пункт назначения, и по пути у них случается сбой, и им приходится сделать вынужденную посадку на спасательных капсулах своего корабля на неизведанную планету. И там творится просто лютейшая дичь. Просто жизнь полная. Максимально... Вот знаете, типа, там вот это вот понятие типа другой мир прям нормально, короче, сделали. Там настолько все не по-земному, что охереть можно. Единственное, что по-земному, там дышать люди могут. А в остальном там просто лютая хрень творится. Ага. Там живности, растений, понятия какие-то свои в этом мире очень жесткие. Также есть, кстати, фантастическая... А, погоди-ка. Что? История фантастическая, прикольная. Фан. А, это... блин, это просто слоники эти. По-моему... Блин, как автора звали, я забыл. А, Айзек Азимова, по-моему, книга. История про чувака, который потерпел крушение на планете, в котором все животные телепаты, в том числе и хищники. Типа такая тема там была. И ему приходилось... Ну, типа, все животные слепые, но при этом О телепаты. май Короче, типа гад. такая тема была. Стильков таких много. Звездные врата, сотни дети волков. Не, вот именно вот гляньте, именно вот это вот... как называется? Да-да-да. Царство падальщиков. Очень классный сериал, анимационный. Очень классный. Книга Гарри Гаррисона «Мир смерти». Интересно. Погоди-ка. Вот, давай плыви. Вот. Тут зажимай, чтобы быстрее плавать. Е. Туда. Вот, да, на тот остров. А, ну короче, он там выживал типа таким образом. Тебе надо второй комп купить и Steam кооперативным делать. Ну да. Не, ну это реально хорошая идея. Может потом сделаем. Вот стану популярным. Будут смотреть меня хотя бы, не знаю, сотни людей. Ну хотя бы, чтобы реально какой-то доход был. Там YouTube канал или еще откуда. За просмотры. Чтобы деньги были. Сейчас лишних денег вообще нет. И тогда купить второй ПК лишь вопрос времени. Да. Лишь вопрос времени. Так, там пирожные закончили готовить. Нажми shift. Вот. Пусть быстрее. Ага. Там, я надеюсь, есть точка быстрого перемещения, иначе это будет вообще обидно. А тут тем временем Blizzard меняет марку Турвач после 6 лет разработки. Да. Так почему я спрашивал про ноут? Ты уже можешь с сыном играть в коопе? Не, ну по идее да. Это безусловно. Но ноут не мой. Ноут жены.
М, Может быть, что-нибудь там сообразим, посмотрим. Погоди. Тут, походу, мощный какой-то остров. Тут... Так, Азуроба 22 уровня. Так, сейчас. Типа, мне надо тут уже управлять всем этим. Элифедран. По-моему, какой-то жесткий чел. Но лучше подняться на сушу. На воде так себя будет сражаться. Хотя в то же время, почему бы и нет, доказалось бы. Твою. Ну, это грязь. Нормально тут урон нанес. Нормально, Эльфидран. Внешность опала не обманчива, он сама наивность, возможно, именно поэтому плохо отличает добро от зла, часто становится марионеткой в руках злодеев. Ага, ничего себе. Кстати, некоторые описания здешних покемонов это просто лютейший мрак. Например, мой любимый покемон это вот, который... Вот этот вот чел. У него сейчас... Люблю почитать вот это. Обладает интеллектом 5-7-летнего ребенка. Способен быть хорошим напарником, но зарегистрировано немало случаев убийства хозяина этими особами, освоившими оружие. То есть они учат, ну, как только научатся владеть огнестрельным оружием, убивают своих хозяев. Ну, бывает такой, типа, мрак, да? Подожди. Проблема этого острова в том, что тут нету точки быстрого перемещения, поэтому опасно. Чего, блин, нарушение закона? Кого? Почему вопрос? Меня сейчас, надеюсь, не будут травить местная полиция. Что-то мне кажется, что сейчас просто начнут врываться в меня. И полицию надо перерабатывать обязательно, да. Полиция тут максимально странная. Ну, как в Киберпанке в одно время. Просто из воздуха появляется, просто хер пойми. Кошмарят. А за что нарушение закона? Я еще ничего не понимаю. Опачки, какой-то покемон интересный. Но там сундук, не хочу терять из виду. Описание одного пала меня просто убило. У него родительский инстинкт, он выращивает палов, потом их съедает. Ёпта, это кто? Это какой пал? Тут, надеюсь, не займет 3 года починить его. Ну, не знаю. Книга высоких технологий. Вот ты на такой. Так, тут нет какой-то мощный. Остров какой-то жесткий.
В самом начале нашел. Киргиртера. Так. Тихо. Нормально. Блин, в смысле? О, ну здравствуйте. Ну все, началось. 6 звезд. Сейчас опять начнут мне кошмарить. Ну чё, в горы, ребята? Надо подняться в горы. Тогда от меня отстанут. Очень туда. Кстати, игра, кажется, весит не 19 или 15. Нормально, нормально. Это очень хорошо. Но было бы странно, если бы он весил больше, да? Амулет усердия. Так, это круто. Да, этот остров очень хорош. Здесь надо вот прям приходить и лутаться. Да ты чё? Может, одного охранника поймаем? По приколу. Второго я вырубил по приколу. Так, подождите. Я знаю, как их поймать. Я коллекционирую людей. А что ты нарушил? Ну, видимо, нарушение территориальное какое-то. Типа запретная зона. Я хз. Я сам не до конца понимаю, что тут происходит, но... Какая-то такая штука тут. О, во-во-во-во. Вот этот чел не поможет. Стреляйте. Найс. Давай еще. Давай ты. Не попадешь. Ага, все, у кого-то проблемы. И ты мой. Нет, блин. Только не умирай. Да ё-моё, он умер. Ладно. Давайте просто выбросим. О, патрон для пистолета, нравится. Блин, да куда он ушел? Иди сюда. Так куда ты, ну? Я, кстати, заметил, у тебя перцы женского пола с бородой, да. Где? Тело Кани Веста. А, смотрите-ка. А, кстати, все, с меня спало. Ну, розыск спал. Брутальная женщина. Не, ну я честно, если что, ненавижу. Я очень сильно жалею, что создал такого. Потому что игра мне понравилась. Хотел сделать... Теперь хочу сделать нормального перса. Или хотя бы нормальную девушку, что ли. Чтобы глаза радовались. А я думаю, что он играет. А что хуже оказалось. А то да, сейчас, подожди. Но чтобы туда попасть, давайте-ка лучше... О, а как я это делаю? А, Е-метка.
Фига. Метки ставить можно. Вот плохо, что на радаре сверху не показывается метка. Бабу с ляжками как вообще длинные. Нет, тут реально можно сделать привлекательную девушку. Это реально. Но она будет типа из разряда аниме. Из категории... гаремника, так сказать. О, там церковь, смотри, Арса. Здание. Я даже погуглил. Да уж. Ну... Чун-Ли из Street Fighter 6, по-моему, да, очень даже крутая. Она прям горяча. Анимешники. Грешники. Нет на них... Привет, Хуму-Хума, здорово. Ну что, как игра? Игра огонь. Может прозвучать как шутка, но реально прикольная игра. Очень прикольно. Вот с сыном играем. Но это сейчас прям столько игра в плане создания персонажа минимум. Сейчас, погоди. О, видите? Лампа у меня горит. Лампа. Видишь, светло? Да, я сделал лампу. Где? Вот она. Поясной фонарь. Теперь ночью не будем. Так. Ёжик из тумани. И с этим факелом бегать. Это вообще ни о чем. Ну как бы да, светит, окей, но... Этот фонарь даже лучше светит, мне кажется. Я бы хотел больше лиц, причесок, татушек. Ну да. Не, я думаю, не должны будут прям в этом плане как-то добавить больше всего. Всего и вся. Ну, короче, это... Я не знаю. У них безумный успех. У этих создателей. Это просто безумный успех. Они сами такого явно не ожидали. Они, наверное, только рассчитывали там, ну, не знаю, на какой-то минимум. Там, сколько-то человек там поиграет в него и там прочее. Они чисто, знаешь, типа, сделали удочку на тренды какие-то. На какие-то хорошие хайповые темы. И все, они такие, ёпта. Это сработало, типа. Это пиратно? Не, это геймпад. Лицензионка. Лицуха. Кабан. Кабан нам не давал, но кабан сопротивлялся. Так, это... Кстати, рубины появились. Нормально. Вот это дерьмо выкинем. Так, давай зайдем. Чуть-чуть осталось. Так, усилим пала. Наверное, ну давай, гуси, скорость работы. Пускай будет на работе.
Жестко. Я буси использую, это вот, пожалуй, мой основной танкующий покемон. Вот такой вот чел. Прикольный, да? У него описание тоже крутое. Где он? Вот он. Буси. После смерти Буси превращается в меч, который передается к следующим поколениям. Если этот меч возьмет в руки кто-то другой, обитающие внутри голоса мертвых сведут его с ума. Вот так вот. Ну круто же. После смерти превращается в меч. Это прям был бы супер успешное аниме, в котором было бы грустно смотреть на смерть такого персонажа. И все такое. Так, 3 пирожных. Так, сейчас палым. Ой, Келпи и вниз. Нормально. Окей. Так. Возьмем пирожные. Положим сюда. Да, пирожные есть, все отлично. Так, теперь нам надо вот туда засунуть долбанных покемонов. Так, что я хочу сделать? Старый лук, это не то. Книга, в которой описаны потрясающие технологии, использование дает немного очков. Ничего себе. Круто. Так. Воздушная пушка. Вот эти вот фрукты, они дают навыки покемонам. Атакующие навыки. Такие разные могут быть. Так, в холодильник положим продукты. И давайте... Ой, яйцо с беконом. Ля. Прям роялти еда. Вот эти вот баги еще такие вот прям неприятные. Вы смотрите на этого ублюдка. Он, короче, смотрите, что с ним случилось. Он из-за багов оказался на воздухе, и он там сейчас голодает и готов умереть от голода. Прикиньте. Какие моменты надо следить, да, это вообще просто полный бред. Он может просто вот так вот умереть в воздухе. У меня еще, кстати, ни один покемон не умер. Максимум я их сам убивал. Забивал. Чисто. И это нормально. Так. Ты что там делаешь? Заземляешь. Ты что, дурак? Вот это вот, кстати, тоже умирает потихоньку. У него рассудок один, она все, она сумасшедшая. У нее крыша поехала. Тоже забаговала. Она сейчас будет жестко кушать. Потом, скорее всего, пойдет сюда, в горячий источник, снимать стресс.
Так, еще приготовить мясо ламбола. Кстати, у меня амулеты же появились. Увеличивающие силу атаки, нормально. Но мне вот это вот надо. 2 амулета усердия. Это увеличит скорость, ну, создания предметов. Лично вот этого персонажа. Он на самом деле супер круто. Хлеб с вареньем. Так, давай хлеб с вареньем. Ну, не так много. Хотя бы. Ладно, сами готов. Так, что я хочу? Давайте в технологии зайдем. Развивать сферу. Конвейер фабрики сфер. Потолочная лампа. Да. Стационарная лампа. Так. Это адаптивно. Это потом. Ну, прокат? Это... Нет. Там будет получше штука. Вот ее сделаем. Так. Конвейерная фабрика. А, металлический клип. Ну так неожиданно. Так, нужно... Так, кинуть предметы, пожалуй. О, патроны 170. Так, давай-ка. Ой-ой-ой. О! Деньги? Да, надо бы продать это дело. Так, Много денег. да, будет много денег. Давай деньги сюда поставим. Топор уберем. Да и во всем остальном вроде окей. Хотя вот эти вот тоже уберем, наверное. Все. Погоди, я хотя бы генератор поставить. Электротворный орган. О май гад. Хотя это в принципе реально. Хотя нет, ладно. Не буду пристыне забивать покемонов, наверное. Да, не буду. Мгм. Нам нужны электрические покемоны. Только их придется убивать ради органов. Как бы это ни звучало. Папа. Да, прямо. А? Я хи-хи. Голодный, да. Нажми.
Вот база. А як пішка там, то пішки. Да, тут туда хочешь, да? Да? Ну, погоди, погоди, погоди. Да. Сейчас. Похаваю. Ну, в принципе, еды хватит, наверное. Вперед. Нам электрический покемон нужен. Да. Это водяной, его не трогай. Блин. Не нужен. Є? Є. Да, вот это нужно. Ага. Ну, уи. Вот, нормально. Нужно побольше таких. Йо. Да. А, є. Угу. Я тут. Окей. Где? А. Так, вон. Прям. О, ё-моё. Так. Давай дальше покемон искать. Куда пойдем? Что? Куда? Не-не-не. Давай на гору поднимемся. Погоди-ка. Да, вот туда прям. Да? Погоди-ка. Ну, да, вот прямо и чуть-чуть налево. Вот, Дерево? да, вот только вот туда поднимись, ага, на гору. Вон он электричество. Да, вперед. Не дойдет. Поближе. Что? Да, повезло, Ваня. Нормально. Да, прямо. Что? Нет, это другой. Нет. Не. Не-не-не. Туда иди. Туда. А, Стреляй, стреляй. Ясно. Вот мясо. Мясо, пусть тоже. Все понадобится нам. чё? Да, понадобится. А это? Надо. Бери. Так. Давай вот туда. И потом налево пойдем. Левее. Точнее. Вот. Вон. Что? Это что? А ты что? Вон еще наверх. О,
Ему еще типа интересно, что он сделает. Какие действия предпримет ради выживания. Девять штук. Надо еще двоих хотя бы. Угу. Ага. Еще двоих. Давай туда. Это? Вот туда. Да. Нет, мы тут были. Точнее, тут не надо. Тут я был. Надо исследовать неизведанные острова. А, вон сундук. Походу прикольно. Национальный костюм в жарких регионах. Не, нам нужен металлический. Было бы интересно. Угу. Так. Давай туда. Вот. Что? Погоди, в ту сторону смотри. Что? Вот в ту сторону. Это не то. Да, много раз нажимай и лети. Вот так. Дай-ка. Тогда он будет снижаться намного медленнее. Сейчас, подожди. Да ёлы-палы. Ой, Так. я... Вот, подожди. Уху. Угу. Сейчас, подожди. Вот туда надо, наверное, пойти. Ой, я не. Да. Ну, сейчас просто посмотрим, что тогда будет. Сейчас, скорее всего, вот этот покемон там всех убьет. Ё-ё-ё-ё. Да, там вот эти вот. А там еще и бристлы есть. Непонятно, что там творится. Вроде пока никто никого не заметил, видимо, из-за этого никакой агрессии не происходит. А так, по идее, эти адепты вроде нападают на покемонов. Или нет? О, понеслась. Все. Мужчины. Сейчас там похороны будут, ребят. Ат. Вот этот покемон Робин Квилл вообще конченый, он просто безумный. Он очень много урона наносит. Даже низкоуровневый Робин Квилл будет
страшно мочить. Типа меня убивал 22 уровня, я был 25-го. О, Да ничего. где он тут сидит? Да, вон то яйцо надо будет забрать. Ну и туда, да, в принципе. Чичико. А там Диана. Угу, там тоже можно пойти. Все, всех ушатал. Так, давай. Вперед. Не нападай. Чисто вот спаси этого покемона из клетки. Я не. Аккуратно. Смотри, не попадись этому. Вот О, это. о. Нет, Ням-ням-ням. там ничего нет. А его нельзя просто забрать. А так, конечно. Не хватает интерактивных в этом плане. Пока-пока. А, Не-не, назад. Назад. Туда. да. Угу. Так, теперь давай посмотрим. Дай-ка. Что? Не-не-не, погоди. Один. Питание. В принципе, питание-то можно было бы попробовать. У нас 27 уровень. Атаку прокачаем. Вот, 121. Ну, Вот. Папа. ага. На бабочку. А ему... О. О, ну это зря, конечно. Зачем он в него выстрелил вообще? У него еще лук есть. Вот эти вот покемоны, они типа бытует мнение, что, ну, по лору этой игры, О, там есть. О. что они с людьми развивались на одном уровне, но они отбились от племени людей, поэтому отстали в развитии. И что-то, короче, у них случилось. И они, короче, вот такие вот остались. Я не помню. Ищи. Итальянец-то. Да, попробуем поймать. Нет! Нормально, нормально, нормально. Нет! Все будет хорошо. Всё будет хорошо. А, ты сквозь камень стреляешь. Блин, я его убил. На. Что-то я переборщил. А, точно. Подожди, подожди. Ой.
105. Мгм. Ой, они. Браконьеров много. А, адепты сражались с браконьерами, а потом еще и с покемонами. Да, солдатами сражались. Классная рубашка. Спасибо, Эфрит. Привет. Привет. О, май! Давай стреляй в него. Нет, возьми пистолет. О. Пистолет. Пока-пока. Ой. Нет, нет анимации плавно. Ну, пускай уйдет. Нет. Лежал, спасибо. А, покемоны между собой сражают. Балловцы против Гроу-стрит идет сражение. Захват районов происходит, видимо. Серьезное дерьмо. Ой. А, вон, возьми. Вот этот. Да, он зеленый. Что это? Не, зеленый, зеленый. Вот этот. Да. Ой. Я чуть тормознул. Покусай. А, наверху еда. Наверху. А, вот хлеб давай. Угу. Давай руду немного возьми. Что это? Да. Погоди, аккуратно. Вон она, кирка. Ага. Ну, вместо лука, это? да. О, привет, краска. Давно тебя не видел. Здорово. Окей, Не, давай еще. окей. Побольше. Лорды отменились? Не. Проходится. Вот. Не, давай дальше. А нет, это мало. Ночь-то. Мало места. Место. Места мало, да? Да. Да нет, хватает еще. Ну сейчас. Всё пусти. Или это перерывчик? В смысле? Не, мы сегодня уже постримили лордов. Вот вторая половина стрима, вот Palworld. А этот был в начале. Лорда. Да. Играем. Нормально. Я там просто нереально прокачан. Мощный шо капец. Gospel зажим. Сегодня не будет уже. Да. Завтра только. Ну, завтра, скорее всего, будем стримить в обратном порядке. То есть... Ой. О, нет. Дай.
Ну, поймайся ты уже. Ё-моё. Наконец. Да. Впереди на Федота. На Яков Якова, на Якова. Ты работаешь, сидишь? Сейчас, подожди-ка. Там много. Не, они спят. Они спят. Где? А, где-то? Где-то? Вот, вот, вот. Начало Кто месяца. это? Ничего себе. Да у меня 2 выхода подряд. Где? Вот, вот. Контрел. Когда по тебе стреляют, вот так вот уворачиваешься. И всё, всё нормально. Так, вот туда надо. Ну, для начала сюда. А, да, она где-то. Вот это я забирал. Это ничего. Яйцо, по-моему. Да. Курное яйцо. Пацан мой играет. Не, вот сейчас я. А так, да, он очень даже хорошо играет. Так, давай. Вперед. За дело. Алха, надо вот туда добраться. Вот так? Ты куда? Где? Куда? Ты куда летишь? А, вон туда. Давай. Туда, туда. Много раз нажимай. Много раз, много раз, много раз. Ну, ладно. Дойдем. Блин. Юный стример получается. Да. А у меня вообще план появился. Пока не серьезно, конечно. Но в будущем. Чтоб прямо посменно сидели, типа, дети стримили. Типа, со стальки-то один, потом со стальки-то второй. Так, чтобы стрим вообще не вырубался, знаешь. Чтобы чисто стрим хата была. И кто-то в ночной выходит, знаешь, типа, ночной стример. Там. 24 на 7, да. О май гад! Что? Перемещайся на базу. А, да, это. Мяу. Что? Спят они? Собака, да. Угу. А. Так. Сейчас поскидываем все вещи. Тут папа. Папа. Да подожди. Дайте. Такого не было. Зачем такого? Ой. Чё? Папа.
Это... Потом на это. А, Попи спин. пингвин, да? Да. Думаешь? Я это. А, может быть. Может быть, такой будет. Так, сундук. Так. Где там? Надо продать драгоценности. Вот они. О май гад, много денег. Нормально. За это не цепляет, понял. А, еще два надо. Ну, что-то мне кажется, что придется забить покемона. Придется забить покемона. Страшным образом. Так. Так, что я хотел? По-моему, тут. Есть. А вот он, да. Мгм. Сейчас вот, Ралхан, то, что я сейчас сделаю, это нормально для фермы. То есть, помнишь, Ралхан, ты спрашивал насчет этого, откуда берется мясо? Сейчас вот сделаем, покажу тебе, откуда берется мясо. Вот. Один так. Ну, это цензура, чтобы не было видно, как мы его разделываем, как мы его на мясо пускаем. Почему-то ничего не дает. Может быть, другие электрические нужны? А эти слишком слабые, не знаю. Для вот этого старта тоже. И ежика. Вот ежик. Оп. Оп. О, орган получил наконец-то. Он умер не зря. Так. Вот. Угу. Все. Получили органы. Да.
А? По-моему, да, все нормально. Так. Вот, генератор. Так, куда поставить генератор? И почему на втором этаже хочет поставить? А, сюда поставить. Не знаю зачем. Здесь. О май гад! Да. Сейчас построим быстро. Ну, об этом быстрее. Посмотри. Киса? Место какое-то не очень. Все-таки. Давай поставим здесь, наверное. Они даже туда добраться не могли на второй, ну, на третий этаж этот покемон. Меня вот это вот и смутило. Поэтому решил на земле поставить лучше. Так, генератор. Теперь конвейер нужен. Много металла нужно. Деньги? Угу. Эй, Подожди. детка. Где же мы этот... Тысячи лет имеет? А, ничего себе. Так, вот он наш. Вот этот. Так. Это я хотел. Совсем забыл, чё. Почему нет два пистолета? А, Офигеть, как два пистолета за рюкзаком. Так. Блин. А, покемон, точно. Электрический нужен. Электрический покемон. Давай место. Ее. О. О май гад! Угу. Заряжает. А теперь have fun. Угу. Как зарядник. Блин, надо будет потом перенести все-таки базу нашу куда-нибудь на нормальное место. Согласны? Надо будет перенести.
туда или типа того. А здесь что? Или вот туда. Да, да. Опять. М. Это много. А, давай туда. К этому. Статуе иди. Это? Ага. Еще 2 надо.
Там на вторую поставь. На вторую поставь. Да. Иди пока за остальными. Вот. Не-не, иди. Ты долго ждать будешь? Пока новую руду добывай. Положи в сундук. Да. R нажми. А что ты хочешь сделать? Что ты хочешь сделать? Дом. Дом хочешь построить? Ну тогда нажми B. Нажимай E или колесиком крути. Вот. Крути, крути. Ну это факел. Не-не, это не надо. Блин. Вот это надо. Если ты хочешь дом строить. Не, это же уже стоит. А, это крыша. Ты крышу хочешь поставить, да? О. Вот тут, наверх. Не. Да. Окей. Б нажми. Б. Б. Вот. Это английское Б. Да. Смотри, как смотри. Да, блин. А что вы так? Дай-ка. Это нельзя. А, вот может. Кстати, вот это можно сделать. Что это? Для повышения ранга палок, насыщения палок. Ага. Вот это, в принципе, кстати, да. Вот это вот можно поставить. О май гад. А.
О, Вот, вот. так, погоди. Не то. Надежно. Не то. Давай-ка браконьеров чисто попробуем мешать. Дистанция получена. В смысле? Подожди. В смысле? В смысле? Браконьер новичок. Одна звезда. Одна звезда. Ничего себе. Типа... Ага, ничего себе. Понял, окей. Ладно, тогда давайте-ка вот этим займемся. Мало будет. Понял. Так. Так. Пенкинги. Так, был же один такой. А вот он. Пенгулет. Еще если там прокачка у него прям мощная. Еще нет никаких видов. Старательно. Да, кстати, надо бы смотреть, кого делать. Так, Ура. ура, да.
М. У них какой-то ранг чисто. Так. Я подожди-ка. Здесь он. Ну. Ну. Так, что я хочу сделать? Мне нужен этот и этот. Эм. Зачем, да? Я их сделаю мощнее. Вот. Все. Они и без того редкие, так теперь еще и мощные. Телефон. Погоди-ка. Вот это работает? А, еще металл нужен. Надо добыть. Блин, как этот баг интересно работает, который сейчас происходит? Двойной удар же делает. И тем самым быстрее руда добывает. Или это не баг? Может это бонус того, что если ты с утра пошел работать, типа от времени суток зависит. Или какой-то временный баф стоит от того, что ты поспал и типа начал батрачить. А надо. Так, дай-ка. Сейчас ножик положим. И вот это, наверное.
Перекатывать умеет. А, ты же руду не положил. Руду не положил. А, М, мама. Я думаю, чего-то не сделали. Точнее, папа не положил. Я же сюда телепортировался. А вот это прикол. Ведь здесь Ну, то большие, ага. Это вот Это- такая вот игра. Глупая. Неправильно тут все местами. Кстати, не, это даже не баф. Это вот как-то из-за движений персонажа, видимо, работает. Может, зажатой кнопкой мыши левой надо подходить и начинать бить. Да? Брутальный. О, положи. Ар. Нормально. Брутальные мужики играют в покемонов. It's окей. С гибкими взглядами. А, у него взгляды прям такие брутальные. Интересно. Танкистка, чистка, все такое. А. Блядь. Оп-оп-оп-оп. Слушай, Кровать для покемонов. Ну, это вот получше. Не такая вот. это? Да. Ну, не тут. Вот для покемонов тут надо ставить. У нас агрегация. М. Ты чё, не с агрегацией? Осуждаю. Так. Мгм. Там, 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 там.
Найкен. Я дом. Дом. И давай. Правой мышкой наставь. Правой мышкой. Нет? Ага. Нет. Вот так, правой мышкой. Так. Вот так. Где? Правая мышка. Вот правая, вот левая. Иди. Ну, правая, да. Вот правой нажимай. Ну тут уже ты поставил? Или ты еще хочешь поставить? Еще хочешь-то? Да. Ну, ставь. Правой, правой. Вот, вот. Капкан. Для палов. Тоже для поимки палов. Покемон. Это, кстати, дай-ка. Вот это. Вот это. Что она давала, кстати, сейчас помню. Она, по-моему, ускоряла работу чего-то там. Разжигание огня. Ну это, кстати, нужная тема. Опять. Опа. Опа. Есть кринжовый вопрос. Привет, типа. Давай. Вот это беседа. Ты часто ел куриные крылья KFC? Не сказать, что часто. Ой. Но были моменты. Я не люблю крылья KFC, нет. Безумно острые, потом из-за них ходить в туалет болезненно. Так что да. Я умираю. Горел. А чему ты этот вопрос задал? Ты типа крылья KFC сейчас кушать собрался? У тебя тоже? Ну я думаю, это умно. Окей. Ну не больно, ну типа перчит сзади. Ну это прям, ну, типа неприятно. Опять. 26 жал. Я дом. Че, на рекорд шел, что ли? Я дом. И вот лапки говорит, это геморрой. Мы бодаем. Понял. Опа. Нет. Ну да, ну блин, бывает такое, типа ты такой вдруг резко. А почему бы и нет, типа? Всё. И началось.
И пошло по новой, точнее. Блин. Что? Не, это все уже есть, это ничего не надо больше. Вот нам нужно вот эта вот конвейерная фабрика сверху. Да. Нужно еще металла. Там жена предложит купить. Я такой, давай, почему бы и нет. И все. Нет, 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 нет. Нет, нет. И потом, как по скрипту, хаваю там где-нибудь штук, не знаю, даже 5, 6, 7 и 10 максимум хватает мне, чтобы пожалеть об этом. Я такой, типа, где-то на 10-м, на 7-м останавливаюсь и такой, ёпта. Я же умру утром в туалете. Такой, нахер надо. Не надо ставить в холодильник. Он много... Не, он дорогой. Нет. Вот здесь? Не надо, нет. Тут много лишнего не надо. Скидка была большая. О, ну тут не попрешь, конечно. Даже я бы такой подумал бы, ну ё-моё. Гидон. Походу оно. 450 рублей. По Big Basket. Но тут уж да. Именно 450. Самый биг. Понял. Не, ну это хорошо. Это хорошо. Это реально неплохой. Ай, Это реально неплохой. вот заказ. это Кем? вот. Байда. Руха, иди. Что? О. Косарь? Не, ну это по-любому надо. Не, я серьезно бы сделал. Это слишком хорошо. Мне бы врач сказал, типа, если вы скушаете хотя бы еще одну курочку KFC, то вы умрете. Даже при таких условиях я бы такой подумал. Не, ну это, ну блин, хотя бы родных покормить. А я постараюсь не кушать. И все, и купил бы все равно. Слишком хорошие условия. Слишком хорошие условия. Скидка слишком хороша, чтобы отказывать. Нет, этот мамонт меня как-то не очень. Здоровенный говнюк. Занимает всю базу. Свои туши. Так. Все, Рухан, все. Да, ведь играй. Ой, и как? А? Что? Ну, и вот это. Нет. Что это? А, во! Походу я понял, как работает этот баг. Да. Короче, походу так надо делать. Надо зажимать левую кнопку мыши при подходе на... Короче, сходу начинаешь бить, как только подходишь к камню. И тогда засчитывается двойной удар по месторождению руды.
Смотри, как быстро сейчас все это добуду. А ты в эту игру играешь, Сика, не? Игра огонь. Он стоит косарей, типа того. Да, оно того вполне себе стоит. Игра жестко фановая. Вообще, стоило бы тебе купить Game Pass, наверное. Если типа реально есть возможность купить Game Pass, то оно того стоит. Но разве что если... Ну, короче, плюс большой Стима в том, что там типа достижения есть. Это какая-то социальная база такая, типа крутая у него. А так, в плане Xbox, ну там чисто халявные игры в день выхода. Типа. Что является на самом деле большим плюсом, но нет достижений. Но просто для людей, которые прям любят достижения этого, то да, там такое себе. Хотя, по-моему, в Xbox тоже есть достижения. Ну, система достижений имеется. Вот. Нормально. О. Даже кирка сломалась. Устал, да? А ты завтра с утра тоже поиграешь? Так что можешь поспать. Папа спать будешь? Залга? Нет-то. Мама спать-то. А? А? Там спать будешь-то. Так, давай это сюда положим. Давай позырим, как быстро ты это сделаешь. Ну. А, погоди. А, ну в принципе так. Не сказать, что прям супер быстро. Да? Почему папин телефон тебе? Спасибо. Вот, извини. О! Вылупились бойцы. Келпи. Белорай. Надо бы поймать еще троих буси. И тогда я своего буси смогу прокачать жестко прям. Он мне станет супер сильным. А, прикольно. Красиво выглядит.
Луна. А. Что ты тут делаешь? А ну пошел отсюда. Погоди. А, он урон получил еще, ничего себе. Я думал, не получит. Ну, вот это вот тут не надо. Видишь, он сюда поднялся за этим, за коробочкой. Вот тут, короче, мебель надо ставить внутри дома. Смотри. Какая тут мебель есть. Расставьте предметы как в баре. Набор деревянный. Вот это, да? Вот это, да. Это? Щит. А, в смысле? А по синей-то ты. У меня типа просто какой-то слой. А, ну типа, да? Опилка. Энергетический щит получается. Ничего себе. Так, погоди-ка. Мне вообще надо бы надыбать, знаете, что? Мне надо дерево. Дерево. Где мой топор? Куда я положил топор? Вот он. Но не конкретно само дерево мне нужно, а волокна. Погоди-ка. Сейчас поспим лучше. Пускай день наступит. Ага, О, аман. да. Теперь можем сделать конвейер. Так. Вот он, конвейер. Блин, база маленькая вообще. Там. Короче, надо... Блин, хочу сделать волевое предложение, так сказать. Принести базу. А как это будет работать, интересно, тут конвейер? Здесь прям тесно становится. Цемент. Так. Ну, допустим, цемент. Не делается. Так, мало металлических плит. Этот долбанный покемон где-то застрял. Так, какой покемон дает волокна? Есть такой типа?
Позже 6. Я этого чувака... А, Что? Помните? А я тут нету. Буда. Да, нету. По-моему, есть. А там нету. Вот он. Вот она. Молоко несет. Так. Я хотел что-то другое сделать. Так, сейчас дайте подумать. Дайте-ка подумать. Я хотел посмотреть, кто дает волокна. Волокна. Так. Погоди, типа любого? Погоди, любого? Ну, допустим, Вицин. Не, хотя ты Вицин нужен. Так, кого бы... Ну, давайте этого... Пускать мамонта. И... Так, кто-то мужского пола. Но нормальный нужно. Хотя, в принципе, редкий, так крутой, наверное. Так, это... Оба женского пола. Во, вот этот статный. Так, тихо. Иди сюда. Тебе придется непросто. Ты куда, ну? А куда ты убежал? Что за хрень? Да ёпта, хавать ушел. Пора воспылаться любовью друг к другу. Все-таки получилось. И что из этого выйдет? И как это будет выглядеть, самое что забавное? У них очередь хавчику. Хавает. Так. Фига себе быстро.
М, Och Нормально. kukumen. Alltså pisten. Да, прикольно. Оно типа само работает, получается. Типа никто не должен стоять и работать над ней. Aku men. Aku pisten. Да, тут Kumen. это медленно, ага. Практически можно избавляться от этого стола. Ну, от этого. Так. Шесть. Так, пшеница. М. А? Это bu knappka rarar. Bu knappka rarar. Bu разноцветный гонар, разный кота. Нет, даже куда проще, чем я думаю. Погоди-ка. А, во. А, нет. В принципе, быстро. Ага. Ага. Да. Много надо. Этот баг, кажется, на любом предмете работает. Или даже в монстре. Типа в покемоне. Работа виртуальная. Да. О. Да. Не, что-то, кажется, допоздна засиживаться, мне кажется, не стоит. Прям до супер допоздна.
Блин, вот на самом деле, тут, короче, мне надо поставить... М? Что? Круг, да. Вот это да. А, щит-то. Щит где? Да. О, щит. Щит. Щитом, с помощью щита защищаются там всякое разное. Сейчас покажу. Вот видишь? Щит. Да, это щит. Он нужен, чтобы защищать тело от ударов. И тут в этой игре он щит такой, типа энергетический. Нет, это такой щит, Аралхан. Нет, такой, Аралхан. Разные виды щитов бывают. Вот это вот, например, видишь? Он вот такой вот стрелковый, вот это вот средневековый. А у нас он будет, знаешь, каким? У нас он... типа энергетический щит. Вот типа такой пузырек. Это энергетический щит. Но правда вот по этой информации ты ничего особенно нормального не найдешь. Ну-ка, да. А, чуть не упал, да. Еще чуть-чуть и упал бы. Погоди-ка. Ёлки-палки, не сработал на этом. Почему-то. А, погоди, это не так работает, как я думал. Короче, я понял, что случилось. Почему я по два этого... Две металлические руды, короче, вот источника было одновременно. То есть вот такая хрень, еще одна внутри такая же хрень. По два не респаются. Точнее, респаются в одном же и том же месте, но спустя какое-то время, которое они тут долго стояли, они друг на друга наложились. И все.
Ты у нас уже был. Опять Соларай. Кстати, он крутой. Ага. О, дерьмо. Так. Штурмовой отряд браконьеров. Да иди сюда, ёп. Ну, найс. Отлично. Багованное место. Блин, как-то не хочешь, чтобы они на базе суету навели. Пораньше их надо убивать. Ну, нормально. Все отбили, да? Угу. Он тут все время будет появляться. Да, долго надо. Ну, типа, чуть-чуть подождешь, и он появится. А, у меня же сломанный, ё-моё. Если забыл. И чё у них? В смысле? Зажигает. Угу. А. Полосок котенка. Вот. Да, пойдем спать.
Ёшкин кот. Ай. Ой. Ладненько. Так. Давайте будем на этом закончим. Уже поздно. Час ночи. Час ночи. Давненько я так не сидел. Так. Всем спасибо, кто был. Всем приятных выходных. Завтра пораньше постримим. Пораньше заведу стрим. И поиграем. Все. Всем спасибо. И до завтра.